Всем привет, начинаем стрим. Итак, так, Дратути, это сегодня написано или в раз было? Привет, Дракула, где этот? Чат опять шалит. Или он вообще отвалился? Привет. Так, не помню, что мы где были там, но мы уже не там. Уже много чего сделано, много чего переделано, и сегодня еще будет много чего сделано и много чего переделано. Итак, чини чат. Да я вроде нажал починить. Сейчас посмотрим, придет, нет сообщения. Ну, волчара это понятно. О. Так, нет. Видишь, все окей. А ты быканул. Вот все окей, а ты быканул. Вот как так-то? Блин, сейчас я вот так сделаю. Оп. Оп. И я вернулся, камеру обратно. Так. Чё мы тут? В общем, не помню, какие подсветки были, не были, скиллы были, не было, вот этого не было. Теперь сделано, теперь есть. Все окей, выбираем Fury, прокачиваемся. Тултипы, вот квадратик появляется, ну прямоугольничек такой белый, ну, мы его сейчас будем делать, в общем. Это пассивки, сейчас тултипы займемся, чтобы было понять, что это пассивка. Там как раз и будет описано min-max текущий, точнее, сколько дополнительно продублировано, и максимальное значение. Сам скилл, вот это скилл, это не скилл, то есть это тащить нельзя, это тащить можно. То есть мы можем перетащить, допустим, сюда, и вот он изменится. Положение. Это наши активные обилки, то есть мы можем здесь выучить, их будет 10, допустим. Но активно мы можем поставить только 6. Здесь мы выбираем, там, допустим, под единичку мы хотим, чтобы был вот этот слэм. Это слэм. И он прокачивает, ну, ставится на единичку, и потом юзается на единичку. Хотим на четверочку, поставили на четверочку. На единичку. Допустим, давайте там на шестерочку. Да? На шестерочку хотим. Все, мы убрали это, нажали... Выбрали Knight, что это опять Fury, и мы смотрим на шестерочки. Осталось, то есть все сохраняется, тут все подтягивается, в общем. Все круто. Добавил также несколько таких команд себе, которые у нас убирают этот... ну и звуки проигрывания тоже, то есть... То есть нельзя прокачать, у нас нет талантов. Давайте дадим себе талант points. Вот мы можем единичку вкачать, но это мы не можем вкачать, потому что нам требуется вот это до 5 вкачать. Вот видите, мы как бы наводим и не работает у этого у него. Все, 5. Прокачиваем этот и прокачиваем этот до максимума. Все, есть контакт, есть контакт. Такая вот штука. Ну, потом кнопочку еще сброс талантов, но она за золотишко должна быть. Это золотишко нам будет добавить и в общем, вот так вот. У меня на такой же звуковдомление с телеги стоит. Ты каждый раз сейчас, да, триггерился? Думаешь, что тебе пришло сообщение, что ли? Уведомление? Ну, понятно, здесь у нас ничего не отображается, здесь у нас ничего нет. Мы еще не сделали, чтобы он сюда подтягивал это. Я хочу вначале сделать тултип. Пока тултип вот такой, я тут с товарищем Клаудия общался по поводу... Придется описаться, чтоб не триггериться. Сейчас когда нам отписаться? Пиписка отвалится. Не надо. За тебя переживаю. Так, я тут с Клаудией общался по поводу тултипа, как его сделать с точки зрения
он мне все это не сохранил. Какой молодец. Какой молодец. Ладно. По поводу, как сделать через rich текст, не через rich текст и прочее. Вот я сейчас понимаю, что через rich текст, наверное, или rich текст поддерживает эти... текст. Rich, так пишется, а не Reach. Ну, border не border, ну или border это border. Border может быть это и border. Точка 8 сделать какой-нибудь такой. Rich текст, да? Как он работает? Ага. Ага. Ничего не понятно. Стало понятно ничего. Просто в чем прикол? Я не очень хочу создавать вот эту пачку всякую. Ну, давайте думать, как мы это все будем делать. Просто если пассивка, там надо будет доставать, как я делал в этом, доставать по атрибутам всем его, то есть то, что дает сам эффект, этот геймплей эффект. Где он? Какой-нибудь тут base, там player, base stat night. Допустим, вот эти вот параметры все нам надо будет доставать и смотреть, что он тут дает. То есть какой scalable float magnitude идет у него. То есть там 100, не 100 и так далее и тому подобное. Лучше, конечно, на cards посмотреть. Давай, эффект cards. Допустим, там ну нет, тут player именно. Вот accuracy он достает и проверяет вот этот accuracy, ищет. Там через цикл это все. У нас же геймплей эффекты в цикле там происходят, которые он дает в массиве. Мы же их несколько можем туда назначить. Массив создали. Но, в общем, ну там один элемент в основном, но тем не менее, сам факт. Он в него залазит и ищет вот этот modifiers по атрибутам и какой он поставит, accuracy, не accuracy. Соответственно, значит, нам надо тимапчик какой-нибудь завести. Ну, там по-любому будет тимап. Тимапчик завести и в него засунуть вот эти вот все таги. Точнее, не таги, а атрибут сетовские эти данные. И прописать им название. То есть они все существуют. Они все есть. Они все есть. Подожди, а если они... А что будет? А что будет? А ну... Подожди. Стоять, бояться. Ну, мы их статиком, скорее всего, еще сделаем, чтобы они не дублировались. Где у меня датасы-то? У меня после закрытия неудачного все эти штуки слетели. У меня такой список был. Вы бы видели. Вам бы понравилось. Так, огромный. О, да, детка. А где? Так, get description, вот он. И здесь делает он всю эту гадость. Вот, да. Атрибут key. Вот такую вот штуку нам надо. Так, я это сохраню здесь. Так, атрибут key. Можно мне, пожалуйста, хедер еще? Угу.
Так, а где я ее? А, я ее сразу здесь объявил. Угу. F-gameplay атрибут. А что, если я сделаю его немножко U-property? Блин, я вот это утречка прочитал утечка, я думаю, где? Это страх у плюсовика. Утречка. U-property. Ну ничего, сейчас 26-й стандарт выходит. И ёпики на него переходят. Но это в мечтах. И все, и не будет никаких утечек. Ну, будут, но не будет. Так, blueprint коллабли. Нет, подожди, blueprint. Что мы там пишем? Все. Read only. Категория. Ability tooltip. Days. Так, а что там по этому? По ридеру? Давай, рассказывай. От чего впечатлился? Так, вот это вот мы сделаем. Геймплей атрибут, да, сюда Что мы за его 26 засунем. стандарт? Еще сахарный силпют. 26 стандарт, ну там, если я правильно понял, будет часть вещей проверяться из std стринга, проверяться там на смещение, вот это побитое на смещение. Короче, на стадии компиляции nullpointer, он в этом не должен, ну, короче, он на стадии компиляции тебе скажет, что, короче, беда. Если я правильно понял. Потом рефлексию завезут. Там можно будет перебрать и параметры, и поля, и методы класса, и обратиться по нейму, по названию поля. То есть, допустим, у тебя там есть какой-нибудь item name, item description, item первое, item второе, и ты можешь там взять в массиве через if там какой-нибудь или через switch, по-моему, через switch нельзя. Там сделать. Там дофига всего, там я там половину даже не понимаю, я ж на чистых плюсах не пишу. Вот. Мне понравился оператор кошачьи ушки. Перевод КТРС, типа оператор кошачьи ушки там будут. Вот это я, конечно, оценил. Так, а что по ридеру этому? Давай. Лись, рассказывай. Так, атрибут, нет, ability. Вот f-string, дело в том, что здесь нам вот это надо, чтобы то сделать, заменить его. А тут нам, скорее всего, текст обычный понадобится. Сейчас я его найду. Где? Угу. F-текст. Дрова, шаман. F-текст, да. F-текст, плюс же он еще должен будет помимо этого f-текста принять еще одну штуку. Но, скорее всего, это будет у нас все-таки там этот... Ой, не-не-не-не-не. На готовенькое полезут. По поводу чего? По поводу 26-го стандарта? Но я так и не понял, там какие-то странные истории. В половине из инфы говорится о том, что... Ну да. Там в половине говорится о том, что может быть часть из того, что в 26-й должно, может быть, перенесут на 29-й. А вот непонятно, что как будет. Ну, в общем... Из того, что я понял, я доволен. То, что там будет. Но там большинство я не понял. Ну, я же говорю, я на чистых плюсах-то не пишу. Они говорят об этом, а я не... Ну, как я понимаю, что там происходит, но я не понимаю, зачем это. То есть, какую-то пользу приносит. То есть, ну, соответственно, я это услышал и сразу забыл об этом. Ну, просто проще там писать, работать с Unreal. Тот же лайфкодинг там адекват не работает. Здоров, Аслан. Лайфкодинг. Ну, лайфкодинг это круто.
Я им не пользуюсь в основном. Но тебе все равно, если ты какой-нибудь uProperty добавляешь, тебе лучше, ну, не лайфкодить. Или ты про ход релоды какие-нибудь, ты про вот эту вот всю историю. А не ёпиковские имена и лайфкодинг. Так, а что у нас тут добавилось? Что у нас? Как у нас это все выглядит? Осуждаю. А где? Как мы у нас? Атрибут Ты туки. им не пользуешься, потому что он не работает. Ну, в каком-то смысле, да, это верно. Вот, можно вот так вот. Ага. Слушайте, тогда вообще все просто. Смотрите, что мы делаем. Мы... что мы? Ага. Мы вносим вот эти вот все данные, и сюда в текст мы прописываем, что это. А вот по поводу значения тут все интереснее. Он-то как раз-таки должен значение подтянуть. И как мы это сделаем? Это можно тоже сделать через этот. Ну, допустим, мы выбрали, что здесь health max, да? И мы пишем, что increase или просто health max. Да, мы пишем max, двоеточие, и пишем вот этот вот health max. У меня лайфкодинг работает. Просто надо понимать принцип работы программы и знать то, что применится, а что нет. Привет, за днем грязь. Взаимно. Привет. Да, у всех он работает, просто он не всегда работает. Он работает, но не работает. Зачем ты пишешь Мессенджер, Макс? Ты должен был бороться со злом. О, если бы я его писал, бабло бы платили. О. Я бы там понаписывал бы им. Работал бы еще лучше. Хотя, судя из того, как там рассказывают о том, что там сообщение не туда отправляет. Ну, когда ты видос одному записываешь, а он другому отправляет, то там наверное, там вайп-кодинг на каком-нибудь GPT-2 делается. Ну да ладно. Вот такую вот штучку, короче, можем делать. Может быть, может быть. А если мы сделаем вот такую вот фишку, то нам даже не обязательно делать структурой какие-то значения. Мы здесь же можем, то есть мы перебираем вот эту вот штучку перебираем. Лайфкодинг на Яндекс.Алисе. Наверное. Перебираем эту штучку, сразу сюда указываем, да? Дальше, чтобы самостоятельно это все не создавать, надо создать для текстового вот этого всего штуку, дрюку. Которая... подожди, так текст-блок, ну, блин, стиль-то не задаст ему. Текст-блоки он-то посоздает, но они что будут пустые, правильно? Текст-блоки. Плюс картинка может понадобиться там нам может быть понадобится картинка, а картинка может быть и не нужна будет. А если она не нужна будет, то ее и не создавать. А если ее создавать, то и в этом не создавать. Тогда виджет надо дополнительный, то есть, допустим, там tooltip текст, base текст и там, я не знаю, с картинкой какой-то текст. Блок, то есть они вроде одинаковые, но
Чтобы инициализация была одна и та же, хотя он текст принимает. Там еще и картинку сверху принимает. Она 0 Enter. Ну, можно, конечно, удалять просто-напросто. И все. Либо скрывать. Пусть создает. Сам виджет, правда, будет существовать. Вот UI магия. У нас вот здесь кусочек виджета существует. Картинка-то сама не загрузится, а вот он существует. Причем он существует в большинстве случаев, где он не нужен. А это нехорошо. Можно с компонентой, конечно, работать. Которых здесь нету на том. Так. Ну хорошо, он заполнит, и мы просто пройдемся по нему, и все. Просто по порядку проходимся и назначаем. Все, больше нам ничего не надо для полной части. Делаем. Опа. Там Health Regen. Health Regen. Health Regen. Regen. Health Regen. Health Regen, да? Да. Не, нам надо все-таки структурой делать это все. Вот этот value, чтобы был структурой. Потому что нам вот то, что мы пишем, нам надо его будет ручками иначе писать здесь. По принципу, как мы здесь сделали, мы же здесь соотнесли вот это вот с вот этим, вот, чтобы потом через что? Сейчас больно дам. Через вот этот формат обратиться, взять туда, засунуть этот и этот. Поняли, да? Чего не поняли? Я не понял. Атрибут такие. Вот он find делает и ищет по атрибуту, который мы достали из геймплей эффекта в модифайерсах. Мы достали атрибут, то есть его значение. И по этому атрибуту мы нашли этот ключ. Было бы круто, если Потом бы класс вставили мог туда. стать наследником структуры, чтобы обращаться к ее полям напрямую. Мне кажется, если тебе уж это какой-то... Что-то проблема у тебя, если тебе такое понадобилось, нет? А в чем проблема тебе просто от класса наследоваться? Зачем тебе именно структура? В плюсах-то структура и класс это ну и то же. Ну, почти. Зачем тебе просто от класса наследуйся? Зачем тебе структура именно? Так. Oh shit. Here we go again. Привет. Привет, привет. Ты про множественное наследование, которое... Нет, я не про множественное наследование, я про просто... Наследование, которое недоступно в Unreal. Что там предыдущий стрим так оборвался неожиданно. Но это не от меня зависит. У меня интернет отвалился, я сидел минут 10 где-то рассказываю там туда-сюда. Никто ничего не пишет, я такой смотрю, а у меня нет интернета. Отвалился. И стрим, ну, само собой стрим отвалился. Нет, это понятно. А сидел дальше, кодил молча. Тогда ты не понимаешь, о чем речь. В смысле, я не понимаю, о чем речь. Ну, ты можешь в класс те же поля в класс просто засунуть и в классе Наконец, с отнаследовать. умным человеком немного побеседовал в спокойствии. Да-да-да. Я вот хз. Может ли МСВ сделать так? Пишу, что бич true Chumbabox. И она сама предлагает заголовок Champanens Chumbabox.ha включить, к примеру. Но это твой ридер вроде так делает. А он там предлагает с этим всем. Так.
дай подумаю еще. А мы можем его статик сделать или он нас пошлет куда подальше вот этот вот? Просто в чем прикол? Он будет его дублировать, и он довольно тяжелый получится при каждом тултипе. Он при тултипе прям именно, ты понял, да? Создание. Он все равно создается, тут это не важно. Да, тут это не важно. Ладно, пока не будем думать об этом. Ну вот МСВС может. Я знаю, что ридер может. МСВС? Это что такое МСВС? Я сразу не спросил. Так. У нас есть... Ну, Visual Studio, ну и... MS тут при чем? Что если у меня есть 3 наследника одного класса, но только 2 из них должны обладать одной структурой. Visual Studio. Ты же говоришь, что у меня есть 3 наследника одного класса, но только 2 из них должны обладать одной структурой. Но сделай этим 2 общего родителя. Не? Ну, у тебя и вот так вот отходит 3. Мелко. Вот у тебя есть 3, вот они, да? Вот этим 2 тебе надо. Ты просто им общего родителя делаешь, и все. Ты что, не? Так не будет работать? И туда засунуть структуру, которую ты хочешь. И все, они обладают этой структурой. Или это запрещено? Или я что-то не понял. Че, это я написал случайно, это мы осуждаем. Лишние классы тоже плохо. Еще может быть, что у них нет общих родителей. Ну, тогда надо, чтобы у них были общие родители. Ну, так если ты от наследующих от структуры, так у тебя все равно будет общий родитель. Я же тебе объясняю, в чем прикол. Зачем тебе именно, чтобы от структуры наследовать класс, если ты можешь все равно класс от класса отнаследовать. Потому что в плюсах это одно и то же. Там вот этот public protected, private, ну, по стандарту что стоит, и все, разница-то. Подожди, я тут транжу в основном, но ничего не делаю. Вот без стрима оно работа идет. На стриме трындеж только идет. Так, значит. Что вы там за инцест обсуждаете? А я не знаю, что там. Да, я тоже осуждаю. Дракул обсуждает. Ну, что его не устраивает, просто класс с данными. Зачем ему именно структура? Вот, чтобы структура с данными была, вот как родители, вот. В чем проблема класса наследовать? Так, еще раз. Мы это засунем в... Здесь структуру надо создать. Use struct. Print type. Struct. Struct my struct u. UF. Ну, тебе, видимо, никогда не приходила ситуация, когда надо иметь одни и те же поля в разных классах. Родитель общий. Приходилось иметь. Я родителя создаю. Например, общего. Дубликация полей между чар-актером и его аним-инстансом. Ну, у них родитель должен быть общий. Если у тебя невозможно такое сделать, то все, у тебя вариантов других нет. Для этого существует множественное наследование как раз таки. Но в Unreal все. У тебя вот если вот такое вот... Гений, миллиардер, плейбой, филантроп. Если вот такое вот, то ничего тебе не поможет в этом случае. Для этого у тебя вариант только один. Это множественное наследование. Все. Вот для таких вариантов, когда у них нет ничего общего, ну, или даже общий там тянется куда-нибудь супер вверх, то ты ничего не сделаешь. В итоге мы пришли к тому, о чем я говорил. Ну... О чем говорил? Ты говоришь о том, что тебе надо зачем-то структуру, чтобы класс мог наследоваться от структуры.
Или а чё? Или как? Да хватит уже, ты Всё. просто болтаешь на пустом месте. Окей. Так. Споришь со мной о том, в чем согласился. В текст. Окей, текст. И... description текст. Блин, это все под uProperty должно быть uProperty. Return ли категория. F tooltip tool. Tooltip текст. F tooltip текст. Так вот сделаем. А, подожди. Вот. Такая вот прекрасная история у нас. Угу. И он в тимапе держит ее. А вот это делать. Давай там. Супер важную вещь, да? Так. Ага. Tooltip. Tooltip текст. Tool. Текст. Текст. Текст map. Так, вот сделаем. Tooltip текст map. С ним работать, да? Единственное, что с ability, я не знаю делать как. Потому что с ability там немножко все посложнее. Данные там не получится перебрать их. Это получится только в этом. Если поступит... Кстати, не знаю, будем делать мы класс или нет. Или через if else сандалим. Как его? Там, короче, данные всякие интересные. Так, вот он, этот тимап. Health Current. Health Max нас интересует. Берем, делаем Health. Health Max. Нет, это Key. Max. Мы вот так вот пишем. А вот здесь мы пишем Health Max, двоеточие, и сюда вставляем Health Max. Health Max. А еще я бы, знаете, что сделал? Я, может быть, бы создал... Что я создал бы? Может, датаст создать сюда, просто датаст передать и тянуть датаст. Это все-таки, ну... Просто я не хочу, чтобы он только в одном виджете хранился. Он так пуф, и все его. Некрасиво. Мне не нравится. Сейчас здесь. Пу-пу-пу. И тогда что у нас? Датасет у нас останется, он его не почистит. И это будет попроще ему. Наверное, надо в датасет его переносить. Этот tooltip и заодно сразу структуру туда же. И с ним работать. tooltip. Tooltip. И все, что с tooltip'ом связано, туда будем совать. Бейс для начала. Потому что вдруг он там будет... Нормально, хорошая история. Давай создавать. Давай создавать primary. Datas base tooltip.
В этом случае не добавили фу. В 26 стандарте там случайно не добавили фетч с индексами? О, это было бы интересно. Потому что действительно, когда делаешь for rich, иногда тебе надо... Ну, ты сделал, у тебя там куча всего, и бац, тебе понадобился индекс. Такой, ё-моё. И понеслась все переделывать. Менять под индексы. Не, этого я не видел там. Ну, там что-то глобальное, прям там дофига всего. У меня запомнились только оператор кошачьи ушки. Вот это не давай. Ну там почитай в какой-нибудь там ГПТ, лучше в Gemini Deep Research сделать, спросить его, пусть поищет по новостям, что там по 26-му стандарту. Ну, либо сам открой ГЛ или YouTube. Может, есть какие-то эти. Потому что я смотрел лекцию, она там, по-моему, 6 месяцев назад было, там рассказывал мужик по поводу этих как раз таки изменений, про рефлексию и про вот это то, что он не будет требовать на компиляции срабатывать. Ну, еще там дофига еще чего рассказывал, я же говорю, я там не особо... Еще там парочку смотрел. Ну, как смотрел, он там на заднем фоне шло, я этим занимался своими делами. Вот. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Летел красавчик. Мы, значит, переносим вот этого покемона. Мы переносим куда? Правильно, туда. Туда это сюда. Потом мы переносим вот этого товарища туда же. Да? Да. Потом мы переносим вот этого покемона туда. Есть контакт. Есть контакт. Здесь делаем UDA base tooltip. А здесь мы в Protected. Форинты, аутообъект, арай, было бы круто, чтобы реализовали. Ой. А они принимают, кстати, предложение. Если ты реализуешь это на плюсах как-то, создашь свою библиотеку, которая это делает в плюсах там через ассемблер как-то, комитет же есть, он примет на рассмотрение. Может быть, внедрят. Как говорится, все в твоих руках. Блин, как же я ненавижу вот это вот все в твоих руках. Но, как говорится, все в твоих руках. Хорошо. Вот это вот base tooltip. Base tooltip. Хорошо, есть. Погнали, создадим этот data asset и его начнем заполнять. Да кто я такой? Да ладно.
Да ладно, берешь на ассемблере, пишешь реализацию этого и говоришь, смотрите, как удобно, новая запись. Вот так вот записывается, вот так вот делается. Оп-оп-оп. И сразу можно доставать с объекта этот. И его индекс. И сразу тебе не надо делать, выбирать между перебором по этому и перебором между этим. Сразу один цикл возглавит всех. Один для всего. И все. Че ты? Нормально. Ага, нет, подожди, это DTT был. Где датасы-то? А вот они. Ултип. Ултип. Ланиус датас. Ултип. Не понял. Чё? Base. Потому что base tooltip. Так, где base? Base tooltip. Хорошо, есть. Используешь ли где-то и для разработки? Да. Картинки. Смотри, какие красивые. Так и не я это придумал. Это у Богемии интерактив уже лет 10 как есть в их скриптовом языке. Вот такие вот картинки делаю всякие. Тут помогает мне, когда я что-то забываю, как что-то делается. Или когда я что-то не знаю, спрашиваю. Иногда какую-нибудь рутину пишет. Ну там в начале было, там какую-то штуку мы делали, я не помню. Что-то я ему делегировал, он там писал код. Вот как-то так. Так я это не я придумал, это у Богемии интерактив уже 10 лет. Но это в скриптовом языке, видишь, а тут как бы в плюсы ты хочешь это... Это ж как бы, ну... Вообще не понял, о чем Богемия интерактив... этот... Тора. Их свой язык, нифига себе. Так, тултип мы добавили, все, есть, мы красавцы. Мы красавцы, вот это вот убрать. Нам надо еще один создать, это текст. И по-хорошему бы... Блин, что там делать с этим? Ну, наверное, фиг с ним, будет лишнюю инфу тянуть. Потом, если что, оптимизируем. Новый виджет создать, user widget. User widget. Это будет виджет base tooltip текст. Tooltip текст. Вот так вот мы его назовем. Не пробовал? Ну как, чуть-чуть пробовал, я же говорю, давали ему кодить, но он этому, как его, кодексу давал. Но он, ну, на 8 баллов я его оценил, на 8, 7,5, 8 баллов. Я бы сказал, что вот настолько вот он и кодит. Вжух сделал. Там я не помню, что мы ему давали сделать, то есть он это делал. Да, у меня просто есть правдеформация в связи с тем, что я на их языке очень много писал. И у меня эффект Мунделы случился, когда попытался сделать так же на плюсах. На плюсах попытался сделать. В смысле нельзя? Я же делал. В смысле? Короче, ассемблер в помощь, как бы, реализуешь, вводишь, работает. И комитет рассматривает, и может на 29-й стандарт как раз внедряют это. Я не помню, на каком стандарте, на каком стандарте сидит этот, на 18-м или на 17-м, или какой там стандарт у них, 16-й, или как они там считают их, ёпики, на каком стандарте сидят. То есть, как бы, когда дойдет до ёпиков, этот 26-й стандарт вообще неизвестно.
Я боюсь, как бы они не умудрились вообще верс какой-нибудь засандалить, как основной язык в свой Unreal 6. Вообще обалдеем. Так. Значит, а он на Луа, по-моему, похож, кто-то говорил, или это не о том что-то? Не о том диалог шел. Ну, я про верс похож. Луа. Так, нам надо u property metabind widget. Нам нужен t-object pointer uText блок все-таки будем делать, да? Текст блок. Tooltip tb ttb текст блок. Это просто текст блок. И нам нужен еще uImage t-object pointer uImage имаге. Вот так вот, да. Вот так вот. Причем в основном нам имаги не нужен будет. Но пусть болтается пока что. Класс. Время этого придет. И оптимизация всякая. Еще и ишка вот, Copilot помогает тут всякие заполнять строчки. Ну, пока бесплатно вот эти вот есть штучки, которые он... Насчет того, на что похож, версия хз, но если его ведут как стандарт для V6, и если он будет похож на Lua, то это PPC. Но это PPC мне тоже не нравится. Мне вообще что-то как-то вот какой-то вот тут внутри есть, что мне что-то не нравится, куда двигается Unreal. И мне очень сильно не нравится то, что у нас перерыв между выходами обнов полгода. Потому что я помню раньше, вот когда я только начинал, там, по-моему, 3-4 выходило обновления за год. Я прям типа, куда вы? Алло, я не успел понять вообще, что происходит. Вы уже следующую обнову. А тут уже полгода пройдет, потому что у них 16, по-моему, июня или июля будет выставка. И там, скорее всего, выйдет 5.8 на ней. Он, правда, большой будет, этот патчик. Там много чего с нанитами будет, с люменами, там с вот этой вот с растительностью и прочее. Там репликация с физики будет переделана в Айрисе. Ну, короче, там много чего. И если так посмотреть, вот они сказали, что в 28-м, этот же говорил вроде, или в 27-м, или в 28-м, они уже планируют в ранний доступ 6 Unreal выпускать. То есть это будет 12 всего версий где-то. Сколько? 12-13 версий. Блин, я только 5.7 скачал. Так у тебя еще апрель, май и июнь есть. У тебя еще 3 месяца. Радуйся. Играйся, так сказать. Так вот, это сколько будет этих версий? 5.12 будет, 5.13, и уже как бы есть 6 Unreal. С учетом, что 4 Unreal сидел до 27 версии, мать вашу, до 27 версии сидел. То есть получится, что в 2 с лишним раза больше. И вот мне непонятно, куда они спешат, зачем. Ну что такого вот важного будет в Unreal 6, что надо именно это 6 Unreal называть, кроме того, как инвесторам вот сказать, вот у нас 6 теперь Unreal, а не 5. Кроме этого, что там такого? Так, хорошо, мы это все ввели. Теперь сюда. Components есть. Давай еще один include image, да. Потом void init tooltip текст, const of текст и fslate brush in icon. U текстуре 2D. Причем
Мы ее сразу 0 pointer назначим. И будем скрывать. Коллапсить. Кто бы знал. Там же у них вроде сокращение. Уход инвесторов. Ну, сокращение это в этих, в Fortnite. Вот как бы ни сказалось, это на движок. Вот тоже вопрос. Такой интересный. Пойдем на Unity. Так. Не tooltip текст. Чё я говорил? Const. В текст. Текст. И второй это uText. Текстуре 2D. uTexture 2D. Это разные люди. Ну, слушай, вряд ли там все прям программисты, потому что те, кто у нас занимается движком, это прям программисты-инженеры. А среди тех разработчиков, ну, там какие-нибудь дизайнеры были, там ландшафтные, не ландшафтные, там всякие вот эти, там, свет какой-нибудь, рисовальщики всякого этого, моделери, ну, и программисты в том числе, которые что-то кодили. И я сомневаюсь, что тот программист, который сидел, что-то... Ну, скорее всего, он как-то там, что-то там, да, но... Я думаю, не. uTexture 2D, вот так вот. Image. Studio. Equal 0 pointer. Вот, мы вот такую вот штучку сделаем, чтобы было хорошо. If и магия. Текстуре. Image set brush. Да. Есть, правда, нюансик. Надо и магии спросить тоже. Если и этот, и этот. И магия, или текст-блок, сюрия. У нас вот это вот запишем мы. Давай без этого, без лишних. Вот этих вот всяких вещей. Хорошо, это мы проверили. Если он нет, то если он есть, то мы его назначаем. Если его нету, else, то мы просто и магии мы делаем его set visibility collapsed, ни больше, ни меньше. Вот такую вот вещь мы делаем. А можно сделать еще интереснее, можно ее по стандарту на native construct сделать. Native construct. Сделать ее collapsed. А здесь в случае, если видно, сделать ее этим. Так вот можно сделать. Ну ладно. Пока пусть будет такая история. Дальше, ну да, дальше вот это вот все. Поздравляю, текст. Блок готов этот. Полетел. Не tooltip текст, хорошо. Очень даже хорошо. Base tooltip текст. Base tooltip текст. Base tooltip текст. А я этого товарища не заполнил. Сюда-то я его передал, но не заполнил. Не founder tooltip. Блин, я этих папочек по нас создавал, ужас.
Ну, а без них еще веселее было бы. Tooltip текст, VBP. Это для ability, tooltip текст. Так вот. Я неправильно написал ability. Вы молчите. Не надо молчать. Так, хорошо. Заполняем это, значит. Кстати, можно сделать вот так вот. HM, то есть health max. И сделать health max. Health max. Плюс, допустим. Плюс, блин, он может быть и минус. Тогда лучше не трогать, потому что он тот подтянет. Health Max. HM. Но вообще с таким успехом можно просто единичку сюда записать. У всех просто-напросто нолик брать. Какой-нибудь. Или кей. Хотя с другой стороны, блин, этот... Просто чтобы мне меньше заполнять было. Всегда кей, там стандартно стоит кей. И просто прописывать сюда кей, health max. Или value. Value нормально. Валуя. Health max, валуя. Как вам валуя? Дать возможность его изменять. А ну-ка, подожди. Ладно, это можно было не так, но будем делать так. Хорошо. Закроем. Вот здесь вот сделать следующее. Равно. Не, подожди, скобочки не надо. Текст. Валуя. Привет, потрогал твою игру. Спасибо Привет. за труд. Я делаю платформу для разработчиков игр. Если дашь ТГ или ВК, отправлю всю информацию. После стрима посмотришь. Если коротко, то сможешь не хранить свою игру на Google диске. О, потрогал игру, прикольно. И чё, как? Разобрался, как пойти драться, там, потому что это прям большая проблема у всех. Спасибо за труд, да ладно. Пожалуйста, так, для разработчиков игр... Ну, Discord есть, ТГ. Напиши в Discord, я ТГ могу дать. Платформа для разработчиков игр. Свою игру. Да, я ж, ну как, она-то бесплатная. Да, но не с первой попытки. Ну да, обучения нету, как бы как-то так, в общем-то. Поэтому, да. Чё? Так вот, мне, ну как, я-то в Стиме, скорее всего, буду выкладывать этот проект, и если он как-то доберется в общем-то. Вообще можно сделать вот так, если что, да? И он так не принимает, слышишь? Окей. Что я сейчас делаю? Что я сейчас фигню творю? Подожди, я не могу сосредоточиться. С игру на Google диск. Так вот, насчет Google диска, она-то фри. Что мне? Как? Пусть там лежит эти. А вот по поводу этого она в Steam-то будет. Что мне? Да. Ну, в общем, Discord там есть в описании. Это можно мне написать. Discord не мой, а в смысле, как этот, не комната, а как она там, группа. В общем, там можно написать. И
Ну и поделиться, там другие ребят тоже сидят, может для них тоже интересно будет скинуть, там в предложения всякие есть, прочее, и вот поделиться, в общем-то. Так. Босса убил? Какой босс попался? Босс какой попался? Так. Хорошо, сейчас напишу туда. Окей. Const чарту. Почему здесь const чарту в текст? Подожди, а как мы... а как мы его делаем? Это что за затуп такой? Так вот, что ли? Но он же так не выполнит его. Идея может работать, но плохо для FromString, не желает, плохо для UI Reflection. Проблема с реализацией альтернативы через Blueprint действующий GBP. Можно просто открыть. Не, молодец, я хочу именно там. Ну... Я сделаю так, значит. Что обсуждали по 5.7? По 5.7, да, мы обсуждали по 5.8 в основном. И не то чтобы обсуждали. И текст equal f. А можно просто, кстати, сделать теперь через текст. Нельзя. Валуя. Вот такой вот мы штучку-дрючку сделаем. Тип. Обсуждали то, что быстро летит и что есть какое-то внутреннее какое-то напряжение о том, что не нравится, короче, куда как-то вот как и куда двигается Unreal. Безобосновательное какое-то, но есть. Что-то не туда. Так, если мы создадим, вот здесь value прописано. И мы можем спокойно теперь здесь тоже писать валуя. Здесь валуя. И он его подтянет. И не надо будет постоянно вручную прописывать. Только вот эти скобочки здесь не нужны. Так, это они же нам не нужны, правильно? Дай посмотрю. Ну да, они нам не нужны. Все верно. Так, погнали дальше заполнять. Health regen. Можно, кстати, еще ввести, чтобы этот тоже был заполнен вот этими штуками. Чтобы ее не вставлять постоянно. Ну иди сюда. Description. Текст. Equal f текст. From string. Вот так вот даже сделаем.
Все, давай перезапускать это. Вот, берем. Что, сразу F5 нажал без F7? Ну ладно. Так, кто у нас тут? Дальше после Health Regen идет Armor. Идем тут строго по порядку. Armor. Так. Critical Chance. Critical Chance. Максвелл, что за платформа, если ты еще тут человек? Что за платформа для разработчиков? В чем прелесть? В чем суть? Как, чего, куда? Что по монетизации, потому что тут как бы... Ну... Блин, это он мне будет постоянно их открывать. Какой засранец. Так, Critical Chance, Evasion. Evasion. Дальше Accuracy. Ну, можно это как-то, ну, вот, типа, сохранить и не открывать потом. Как вариант. Там Accuracy. Странных. С ре на г т х. Ну, засранец, я просто не могу. Collapsal. Collapsal member надо было. А тут нет такого. Вот, нет. Armo, Strength, Experience Rewards. Такого нет. Stamina Max. Stamina Max. Оп. Какой пыль, конечно. Так, Stamina Regen. Stamina Regen. Дендеракл. Так, а в чем проблема, собственно говоря? Вот ты говорил стоять. Новый РФ. Развивают в силах своих возможностей. Через лаунчер, еще и лаунчерс, нифига себе, так ты там суперпрограммист, свой лаунчер написал. Интересно. Ну ты смотри, когда станешь крутым, могут национализировать. Тут как бы надо быть аккуратным. Дракл, так подожди, в чем проблема, собственно говоря? Ты говорил, что тебе надо общие поля во множественном числе. Так создай датасет. Ну, конечно, да, тебе надо будет и там ручками его прописывать, но все остальные штуки, так, пожалуйста, у тебя, ну, существуют. Все, и доставай из них, что тебе надо. Ну, там в структуру тогда засунуть, как бы, да, в чем прикол. Но так у тебя они общие прям будут. Но значения тогда у них тоже общие. Не, это не то, все, забей, не триггерись. Так, Stamina Regen. Mana Max.
Манна реген. Follow the channel. Благодарствую. Я уже начал не написать. Все, не триггери, все хорошо. Я сам допер. Еще не то и что-то не туда. Так, Experience Current XP Max. Да, это нам не надо. Это этих параметров немножко за другое отвечают. Все, есть контакт, смотри. Красота? Красота. И самое интересное, что теперь все это вот так вот, короче. Collapse all. Открыли. Теперь спокойно мы достаем из них этот... Ну, сейчас все сделаем, сейчас будет красиво. Он возьмет и пропишет всю эту штучку, дрючку. Так, теперь возвращаемся к нашему этому. Нам надо текст-блок и имаги. Я сделаю по-простому. Это будет бордер. Это будет бордер, это будет горизонтал. И это будет имагия. Ой, подожди. Ну да, имаги и текст. Текст. Я не знаю, где я хочу имаги конкретно видеть. Слева или справа. Ну, давайте справа. Не, справа и тупо, наверное, как-то. Пусть слева. Desired. Сам бордер у нас идет как то. В классике темненький. Темненький нулевочка пока что он такой. Скройся, чтобы тебя не видели. Так, горизонтал бокс мы не трогаем. И магия у нас стоит фил. Ауто. Фил это вот этот парень. И он присосался прислонился к этому, к имаге. Правда, немножко отслониться надо. Это так. Шлеп. Хорошо, дальше. Здесь где-то сделаем 16. Мне большой текст не надо. Сделаем вот этот. Ладно, большой текст надо. Там, на самом деле, его вообще видно не будет. Так, и... Как? И вот... Нет. И вот... Так, хочу. Все, пусть будет так. Есть контакт. Называем текст-блок. Текст-блок. Называем имагия. Вот единственный момент, конечно, знаете, в чем будет? Он-то его коллапсирует. И текст и съедет. Значит, это некрасиво будет. Имаги здесь держать. Но просто там, где есть имаги, у нас, получается, будет имаги стоять, а текст будет в другом находиться. Некрасиво. Поэтому мы его сюда двинем. Да. Он такой рудиментарный, этот имаги сейчас. Ну ладно, пусть будет. Все, текст-блок. Текст-блок. Хорошо. Потом возвращаемся сюда в tooltip. Нам нужно создать какую-то иерархию. Это vertical box. Нам надо записать также t-subclass of вот этого tooltip и заполнять ее. И все, как бы, жизнь прекрасна на самом-то деле. То есть vertical box. Vertical box сюда засунуть. И все. Создаем vertical box. И создаем этот самый t-soft. T-object. Pointer. Подожди. T-object pointer u vertical box. Callbox.
Бинд-виджет. Естественно, этот парень у нас попадает сюда. А может и не парень, кто знает. Мы у него не спрашивали. Так. Так, тут этот остается. T-sub class of. Осуждаю. Я осуждаю. Не T-sub class of здесь. Здесь T object pointer. T-subclass of UV base talent box base tooltip text. Вот этот товарищ нам нужен. Класс. Вот, мы же не класс, мы же не будем его создавать. Dataset. Нам надо, чтобы он уже был. Есть. И на инициализации понеслась вот эта вся история. Он берет и творит чудеса. А как именно он творит чудеса? Он же должен будет в Data Asset, значит, передать тултиповский этот Data Asset, ну да, Data Asset, все правильно, и там свои фишки сделать. И потом свою грязь. Сейчас мы будем эту грязь делать. Include. Components. Vertical box. Хорошо. Есть, это закроем пока что. Также нужно еще подключить widgets. Widgets v base tooltip text. Есть контакт. Потом все остальное. Как у нас здесь все происходит? Ему понадобится... Вот эти ему штуки не понадобятся. Буду прибегать, смотреть, за как успехи идут. Да, пожалуйста, как говорится, обращайся. Хорошо, будем ждать. Геймплей эффект у нас тоже есть. Так, ладно, я вот эту пачку скопирую и перенесу сюда. Куда? Сюда. Так, да. Это он достает из этого датаста. Соответственно, надо его подключить. Датаст. Data assets. Data asset. Ability. И на самом деле не совсем ability. Не совсем ability. Понимаешь ли. Skill и талент. Талент нам нужен. Мы проверяем вот этого товарища, да. Потом мы должны из него достать как бы наши эти параметры, но дело в том, что у нас их нету. У нас их как бы нету. Вот нету и все.
А у нас их как бы нету. Плюс еще requirements нужен. О, да. О, да. О, да. А откуда он вернет их? Вот эти аргументы. То есть вот эта пачка. Пачка, да, которую мы добавим. Как-то мы их переберем, добавим. Здесь получится... Не совсем та пачка получится, которая нам надо. Подожди. Card description. Это он возьмет. Это нужно для каждого будет этого сделать, который он там найдет. Соответственно, нам нужно будет перебрать, собрать, добавить. Кстати, хотел спросить не в тему. Как бы ты фейчнул Энум? Так, а как его форейчнуть? У тебя вариант турка 1. Это через эти... Через намберы. Но это же номера. Это 1, 2, 3, 4, 5. Янама. Только у тебя должен быть последний. Там ты его назначаешь, что он числом каким-то 1 или числом 2 равен. Ну, смотря сколько у тебя этих там... Last какой-нибудь его назвать. И он равен там, ну у тебя там 10 их, допустим, там равен 10 как раз таки, ну 0, 1, 2, 3, а первый с нуля начинается. И каждый пронумеровать, и потом ты просто берешь этот последний, статик каст его делаешь в int 32 какой-нибудь, и получаешь последний индекс. И потом все эти индексы статик кастом просто-напросто превращаешь в enum, и все. Да там же нет проблем на самом деле. Так. На самом деле нет проблем. Тут вообще, тут сейчас больше, тут сейчас прям пипец как много будет всего. Смотрите, в чем прикол. У нас есть вот то, что мы там записали, правильно? Это информация, которая нам поступит, которую мы должны в качестве текста передать в tooltip, который мы создадим. Точнее, который вот он уже создался, вот этот tooltip. Он создался, и он должен ее передать в тот виджет, который он создаст, и добавить в vertical box. То есть он пачку vertical боксов, этих base tooltip текстов должен создать. И туда попередавать его. Но нам должны вернуться. Вернуться эта пачка нам должна. В качестве хотя бы массива из этого array. И он должен его перебрать. А кто его должен вернуть и кто должен что принять? По-хорошему мы должны... Давайте вначале сделаем так. UD skill. Skill. Не так, кнопа. Так, UD skill. Да, если ты ж понял, о чем я, то мало ли, я сейчас там как криво рассказал, а ты ничего не понял. Так, и вот мы с ним работаем. Это если он равен. Так, отстань, Copilot. Мы с ним работаем. Теперь мы можем из DE скилла достать... Что мы можем достать? Не понял. Не понял? Ну, здрасте. Смотри, Дейс, у тебя же... у меня есть где-то enum здесь? Если я мог как-то наглядно показать. У меня нет enum'ов. Ладно, они есть в этом, скорее всего, в base компоненте. Здесь вот есть enumчики, нет enumчиков. Все, никак я тебе не покажу. Наглядно enum создать, что ли? Ну смотри, у тебя же enum есть. Enum. Ну, enum какой-то.
E-visibility, допустим. E-visibility. Вот у тебя есть enum. Вот E-visibility, какой-то E-visibility. Вот тут также прописываешь, и у тебя там visible, допустим, идет. Да? Ты же можешь вот это значение visible. Давай откроем его. Здесь через... он очень структура прикольная. Структура, которая enum, понятно. Сюда не лезем, здесь все сложнее. Но давай на примере. Ты же можешь сделать вот так вот. Static cast. Cast. Int 32. И передать сюда этот enum. Используйте статический массив для enum'ов. Ну, это ты не можешь, потому что это как бы этот... enum. Это еще за enus enum. 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 Все. У тебя же ты когда прописываешь там, допустим, enum 1, ты прописываешь его, ты делаешь такую вот вещь. Запятая. 1, 2, 3, 4, 5. Ты сделал. Это тоже должно отключаться. 2, там 3, 4, 5, 6. Вот так вот. И всегда у тебя в конце должен быть, допустим, last. Last enum. Все, он 6 равен. Но ты следишь, естественно, вручную. Что это такое? Потом ты просто-напросто берешь, вызываешь такую вот штучку и сюда передаешь last enum. Last enum. Ты знаешь последнюю цифру. Все, 6. И ты по ней бегаешь. То есть у тебя for идет. For int 32 и равняется нулю. И равняется нулю. И меньше, чем вот этот last enum. И плюс-плюс. Все, у тебя пошел процесс этого. И дальше тебе-то надо вытащить его, правильно? Правильно, тебе надо это вытащить. А как ты это можешь вытащить? А легко и просто. Ты можешь это в обратку сделать. То есть тоже, чтобы получить enum из вот этого числа. Я же писал про for each. Ну так это и есть for each по факту. Я ж написал про for each. Ну так а как у тебя через for each? Вот у тебя вот оно for each у тебя идет. Вот. И ты делаешь потом static cast. Static cast enum. Сюда передаешь enum. enum и все. И ты получишь свой enum. Обратно все. И вот эту вот штуку ты же можешь точно так же в switch передать. Switch, если тебе надо был он. Ну, если он тебе надо был. Ну и дальше пошел там со своими кейсами. Кейс там какой-нибудь enum 1 и понеслась. Вот, то есть этот, ну, точно такой же перебор. А зачем тебе именно for each? Что тебе это даст? Ну и все, и ты перебираешь весь enum спокойно, изи вообще. Ну а чтобы точно было без приколов, допустим, можно еще first. First enum сделать, вот его нулем сделать. А вот здесь уже неважно, вот это вообще можно не вводить, если честно. Он сам их посчитает. Дальше запятую поставь. Он сам их посчитает. Все, у тебя есть first enum и этот. И вот сюда вот вместо этого передаешь first enum, чтобы прям не сломалось точно. У тебя ничего не сломалось. Ну, мало ли кто-то поменял тут, допустим, каким-то, ну, случайно там или еще что-нибудь. Я не знаю, как это может произойти, но тем не менее, допустим, если кто-то здесь что-то поменял, ну, правда, если больше 6, тогда все, габыла. Он их посчитает неправильно. Тогда вот этот тебе не надо вводить. Все, у тебя last enum есть, этот есть, все, неважно. У тебя с нуля начинается first enum, все, тогда вообще ничего не надо. Все, вот так вот. First enum, last enum, все. Летел. Перебираешь, спокойно используешь.
А если там и нам равен 0,1? если Тамину Ну 1,0, вот при такой записи там ничего не будет равен. Но это если ручками кто-то запишет. А ручки-то этому человеку немножко подправить надо будет физически. Ну, в общем, при такой записи у тебя, ну, ты 0 его обозначил, он дальше сам посчитает. Это единица будет, это двойка, тройка, четверка, пятерка и так далее. То есть он пойдет сам их, да, все это. И енаму этому он назначит 7 в данном случае. Ты просто определяешь first enum, говоришь ему, что это нолик, чтобы его никто не сдвинул. Там есть какая-то штука, там как-то можно пометить, чтобы он, короче, в этом, если ты используешь его в редакторе, чтобы он в редакторе, короче, не отображался. Я не помню, какой там Юмета, как в Юмету что-то прописываешь, по-моему. Не в Юмету, а как она там? Не помню, короче. Макрос этот для енамов. В общем, туда прописываешь, и он, что этот товарищ не будет там отображаться, что это там не будет отображаться, чтобы выбрать нельзя было в редакторе. И все. Так, я бы, знаете, что сделал? Я бы сделал перерыв, наверное. Сделал перерыв. По поводу вот этого D-скилла нам надо skill gameplay ability. Он тут единственный, не через массив. Да. И тоже через if, да. Но тут if'ов будет просто немерено. If .get default object. Get default object. Ну, по той же схеме, как и там вот внизу у нас. Вот эта вот шпаргалка. Get default object. Потом мы из gameplay... мы вот так должны сделать, да? Вот так вот должны будем сделать. Что не так? Const u gameplay effect. Зачем ты здесь const? Не понял. Вообще, да, тут никакого u gameplay effect, u gameplay ability. Это же скилл, осуждаю, талант. С скиллами мы еще не знаем, что там будет. Талент. Талент. О, да. Вот это как раз таки вот он тирой уже, вот. Соответственно, for. Ну, здесь for reach у нас вот этот вот. Ну, открою еще разочек его. Gameplay эффект скопировать. Гениально. Const. Подожди. Там T-subclass же идет. Мне надо идти на перерыв. Что я о перерыве думаю. Сейчас же T-subclass это. И я-то вот душу любил. Const. Пора отдыхать. Да. Не, погнали на перерыв. Я что-то, путаюсь сейчас. Он его не нашел. Потому что он тянется отсюда. Логично. Все, погнали на перерыв. Давайте. Минут такой небольшой, 5-10 вот так вот сделаем. Так, продолжим безобразничать. Так вот сделаем. Так. Там в Дискорде всякого. Потом все после стрима. Значит, есть вот эта штука, вот эта штука, вот эта штука, вот эта штука,
происходит? Вот эта штука с вот этой штукой достается отсюда. То есть он берет ее так. Оп. Оп. А разве оп? А разве не оп? Не оп. Есть вариант, что не знаю, что такое геймплей эффект, хотя талант, по-моему, таки не знает, что это такое. Понятно. Пошли объясним ему. Хотя довольно странно, он в этом должен был его знать. Gameplay effect. Get default object. Нет. В этом не дает его сделать, что ли? Или все еще пытаюсь сделать? Get default. Get default объекта нету. А кто такой геймплей эффект у него? Тогда у этого, у current base. Card gameplay T subclass of you gameplay effect. Ну. И он из него достает card gameplay effect get default object. You gameplay effect. Вот он. Ровно, вот он. А здесь он мне говорит, нет, не дам. Must have class type, but... он const возвращает, наверное. Вот в этом дело. Const. Там мне просто... Что за идиотица? Нет. You gameplay effect. Ну... Это же буквально повторение вот этого всего, вот. Сам себя вытаскиваю. Я вообще, конечно, молодец. Так, хорошо. Это если он его нашел. Если он его... Короче, что у нас здесь происходит? У нас... Сразу запишу вот эту вот фишку. UD skill. Skill. DA skill, бла-бла-бла. Но я пока не знаю, что он там будет делать. Он пока просто существует. Мы проверяем, талант это или нет. То есть мы навели на нашу skill 3. На какой-то бокс вот этот. И у нас появляется tooltip. И tooltip принимает в себя dataasset. Он принимает в себя dataasset. И надо понять, это пассивка или активка. Потому что у них разные данные. У нас в геймплей эффекте находятся эти данные. Нам нужно их достать. Но мы не особо понимаем, что там нам надо, что именно достать. Сейчас будем разбираться. Мы берем, узнаем, эта пассивка нам залетела, да, это пассивка залетела. Если эта пассивка залетела, здорово. Мы из этой пассивки достаем все эффекты, которые она применяет. И каждый этот эффект... мы должны перебрать и достать из него данные. Ну, то есть, допустим, если у нас два эффекта, там, один дает хп, стамине, мания, и мы потом решили еще один эффект создать, дополнительный, еще дать один эффект, который дает там к регену этому всему. То есть, не там указать, а вот отдельным эффектом сделать. Не знаю почему, просто захотелось. Соответственно, нам надо каждый перебрать и достать эти данные, которые находятся вот здесь на данный момент. И куда-то их засунуть. Еще надо не забывать про tooltip. Вот этот. Base tooltip DA. Который у нас висит.
Alright, это можно удалить. Base tooltip. Вот так вот сделать, он тогда, он там все знает, короче. Есть контакт. Дальше что у нас здесь происходит? У нас вот этот for modifiers происходит. Мы вставим modifiers. Он как раз из геймплей эффекта его достает, да, modifiers, и перебирает весь тот список наших modifiers. То есть там к этому или к этому он идет, к чему он там идет. Level, да? А левел-то мы не знаем текущий. Это level ability именно. Соответственно, сейчас мы создадим float. Ability level. Эти level equal пока что 0. И я добавлю to-do, потому что нам надо его притянуть извне. Get the actual level of the ability. Так, вот сделаем. Просто если мы сейчас точнее, мы сейчас скопируем это, вставим сюда. Магнитуде. Это нам вернется значение. Нам вернется значение. А вот это вот уровень нашего левела. Уровень левела, да. Уровень левела. Бывает. Теперь сейчас, дай подумать. Modifier атрибут, мы получим ту структуру. То есть сейчас мы залетим в вот в этот data asset, был base tooltip, кстати, или не вот этот. Как он там называется? Tooltip text map. Вот. Find, и мы туда передаем этот cannot be used const f-string. Ну, он в f-string, да, не переводится, потому что там находится немножко другой товарищ. Там у нас наша структура возвращается. Наша структура f-tooltip текст возвращается. F-tooltip текст, tooltip текст. Так, это нам вернулось. Подожди. Сейчас as number key add arguments. Arguments. Что такое key? Key это атрибут, это сам. Это ключ, по которому он тянет его. То есть это тот самый key. Нам надо вернуть. Блин, он через f-string, у нас там текст прописан, надо его стрингом делать. Я не хочу заново прописывать его весь. Живо похерят. Tooltip текст точка никакой не точка цветочка key текст. Вот этот from О-о-о, приветствую. Вижу, ты все-таки взялся за газ. Да, так это давно уже. А если нам используют для смешения в побитовых операциях, тоже по рукам не стучишь?
Используют для смешения в побитовых операциях. Не понял. Ну, слушай, ну, ты должен понимать, где у тебя какой нам... Он же не может у тебя быть одновременно всем сразу. Да, я давно не был у тебя на стримах, то в отпуске был, то работой завален перед отпуском, то в отъездах. Смещение. Плохо. Плохо, на стрим надо приходить каждый день. Короче, по рукам надо, да, настучать. Ну, в общем, он у тебя же, ну, как, генам должен быть для чего-то одного. Ты не можешь его и там, и там, и там, и там. И так, и еще и скажи, что как битовую маску использовать еще сверху. Чтобы он и это использовал. И для этого использовался еще туда. И для всего подряд. Или об этом и шла речь. Так. А как мы с стринга? Блин, ну по-хорошему надо было бы его, конечно, держать в этом. Ладно, значит он с этого, скорее всего, с в текста. To string, да, вот есть у него такая штучка. Будьте так любезны. Нет, подожди, вот это вот. В string он получит его как этот key и передаст туда. И разминование, то есть хорошо, нам не надо это делать, вот это получать key, нам достаточно его сюда просто передать. Зачем нам? Правильно? Или нифига неправильно, он там по-особенному, он там, блин, поэтому принимает. По ссылке лучше принимает. Чей текст? Подожди, что-нибудь с тобой не так. Как бы меньше было бы гемора, если бы он был бы этим. Слушай, я его перепишу, наверное. Будет он f-string. String. С нам эти преобразования... Хотел тебе пожаловаться на своего друга-стримера. Дружили больше 20 лет. В общем, после Нового года у него резко вырос онлайн на стримах. С 10-15 человек до 100 миллионов 150 тысяч 200. Нифига себе. Ну, в 10 раз, нифига. Ну, круто. Все, зазнался? Осуждаем. Осуждаем. Осуждаем тогда. Так, ну тут все очень легко и просто тогда. Мы передаем вот этого товарища сюда и все. Нам не надо этот. Он сразу по ссылке его потянет. Единственное, что нам бы проверить тогда этого покемона. If. Вот сейчас будет очень страшно. Это еще не все. Ну, сейчас очень страшно все это будет выглядеть. Что такое args, да? Мы его заполнили. Не совсем так. Я у него был модератором, но по сути, он мне эту модерку по дружбе просто дал еще в октябре 23 года. И вот, приходит он ко мне с вопросом, что должен делать модератор на стримах. А что должны делать модераторы? Я, может, тоже своих сейчас модераторов вздрючу. Что это? Так. Я ответил базово, а-ля следить за порядком и общаться с чатом. Ну, да, классическая такая история. А он что, продвигать стримера, что ли? Как-то так сказал, небось. Движение, типа а-ля СММ. Шорты какие-нибудь пилить, небось.
Ладно, ждем ответа. Так, не совсем вот так вот у нас здесь происходит. Мы должны достать... Блин, как бы так сказать, поаккуратнее. Вот здесь текст он получил, и здесь мы не аргумент А заполняем. он меня начал отчитывать, что вместо того, чтобы общаться со всем чатом, я, мол, общался только с теми, с кем мне интересно общаться. Нифига себе, нормальный такой этот подгон. Почему со всеми не общаешься? Так, и вот здесь, магия создания вот этого покемона нужна нам. То есть мы должны UV tooltip, base tooltip текст, tooltip widget вот этот вот создать. If. Я сейчас все в if, чтобы это прям просто было супер красиво. Я это принял, проглотил как бы. Следующий день, сидим у него в ТГ-канале, развили там одну тему. И он заходит и говорит так: все, закрыли тему. А я уже после этого свое сообщение написал и отправил. Он его удалил. Не, ну тут я в оправдание пойду стримлера, ну горело у него, скорее всего, он удалил. И написал, будут еще попытки что-то написать мне, но я взял и его это сообщение удалил. Короче, у него горело, а ты потроллил. Это, конечно, опасно это все. Так, tooltip create widget, и потом мы, если он есть, то в tooltip widget, вот это tooltip widget init, да, вот этот текст. Не, подожди. Он мне все правильно помог здесь, он мне все правильно сделал, красавчик вообще. Вообще четкий. Четкий, вообще четкий. Вот, все, он сделал все И четко. он кикнул меня из чата. И все, 2 недели уже не общаемся. Он чат ТГ наш удалил. И общаться, видимо, больше не настроен. Вот так умирает дружба после 20 лет. Не, ну это, конечно, интересно. Ну а вот что ты не общался со всеми, а? Что ты только с теми, кому тебе интересно? Вот как так? Gameplay эффект. Ну, по-моему, все. У него, видимо, весеннее обострение. Я не был модератором в буквальном смысле, и я говорил ему: та забери ты эту модерку. Я так просто буду сидеть, общаться с тем, с кем хочу, но он не захотел. А теперь обиделся. Ну, слушай, 100-200 зрителей. На самом деле, ты злишься, потому что он звезда, а ты не звезда. Вот ты злишься. Ну, то есть... Это я троллил, ладно, это такая штука интересная была. Очень... Странная, короче, история. Ну, у меня модераторы на этот самый... Как бы... Чё хотят, то и делают. Хотят общаются, хотят не общаются, хотят сидят молча, хотят смотрят, хотят не смотрят. Ну, у меня и чат, правда, прям сдерживать особо не надо.
Так. Формат тут тип фиджет. Ну, можно, конечно, в методы засунуть. Здорово, у вас тут групповой сеанс психотерапии? Здорово. Ну, что-то типа такого, да. Я не был в чате 3000 лет и меня даже не анмоднули. Ахахаха, на самом деле, он очень странно себя ведет. И со всеми своими друзьями по итогу он тоже поссорился. Люди! Вообще один решил остаться. Только он и его подписчики. Можно тоже поныть. Да, можно. Ведет и со всеми своими друзьями. Вообще один. Ну, это классика, да. Какие люди, Тифайлор, как дела? Где пропадал? Что делал? Ты уже ты уже знаменитый разработчик? Ну, чё крафтил, чё делал, чё как, не знаю, какие вопросы задать. Чё, куда, как, чё, как. А? А чё тебя анмодить? Я все ждал, когда же ты появишься? Вот так вот надо было ответить. Блин, пропущен момент. Так. Description, tooltip, fidget, не tooltip, текст. Get the actual level on the ability. Level. Да ничего не делал, АФК. Ну, нифига себе ты афкашил. Я тоже немножко афкашил, но, блин, не так же. Да, Тифайлор пришел. Дисней засмотрелся на эпиков. Надеюсь, они их не купят. О, да, я тоже видел эту хрень. Мне что-то вообще не понравилось. Вот я же говорю, у меня мы уже сегодня это обсуждали. Вот у меня внутренне где-то сидит, что ёпики как-то что-то не туда. Что-то как-то не туда двигаются. Я Индиго, вот это страшные слухи, кстати. Вот как-то что-то мне вообще не нравится. Поэтому сейчас я на этот перейдем, на этот. Ну, где, как этот Unity, блин, юнитология, это все туда пойдем. Или свой пилить будем. Короче, что будем делать? Да, вот я тоже слышал, это, блин, фу, прям больно. Прям не нравится мне. То, куда оно двигается безосновательно. Ну, короче, ладно, надо к этому вернуться. Так, а чё факашил? Что-то личное, да, было какой-то фильм? Потому что у меня тоже всякие приколы были. Я сколько пропустил? Месяц-два. И вчера пропущен тоже было. Пойдем, все на униты. Будем на С писать. Да, ух, там вообще там так кайфово. Там так на все можно забить. По сравнению, вот как в Unreal. Вот это тоже, кстати, вариант. Тоже вариант. Не знаю, я на чистых плюсах бы пописал. Вот практика какая-то на чистых плюсах, там больше знаний в мозг залезет, чем вот здесь. Но я не знаю, что мне писать. Я попробовал, я хотел... Что я хотел написать? Или Unreal Engine. Я хотел написать для этого... прогу для... ну, как его... Ну, чтобы меньше весили файлы. Как это называется? У меня идея... Ну, текстовые файлы только. Ну, у меня идея появилась, как сделать, чтобы текстовые файлы, короче, меньше весили. То есть их там можно вжух. Один, короче, текстовый файл превратить в другой текстовый файл, а потом его обратно превратить. Я хотел эту фигню написать. Но я потом как начал думать, это надо думать менеджер какой-то писать. Pixar и Disney китайцы за сдачу с пачки семечек покупают вроде. Или я что-то путаю? Disney, да. Конечно, Disney больше, ты чё? Архивация, ну типа того, да. И, ну, ты вбиваешь, короче, путь к файлу, который запечатать, а потом который распечатать. И именно текстовый. Ну, мне было просто интересно. Я начал делать на чистых плюсах. И я понимаю, что мне надо менеджер управления данными, то есть, чтобы он чистил память, удалял, сохранял, куда что добавляется. Ну, ты же класс создаешь, ты же не в одном этом работаешь. Тебе надо, кто-то создавал класс. И ты начинаешь вот этим вот заниматься. То есть, ты не занимаешься прописыванием самого алгоритма, то есть, как он там собирает это все, как он там разбирает это все. А ты вот этим начинаешь заниматься. И я начал заниматься этим, и мне стало что-то как-то не очень. Я занимаюсь... Ну, у меня вот тут вот внутри, я хочу этим заниматься, а приходится заниматься другим. И вот чем бы таким заняться, вот на чистых плюсах, чтобы оно вот прям вот
было интересно, и вот прям именно этим заняться, а не подготовкой к этому всему. Так, мы передали наш тултип еще раз проверить. Да, текстовые файлы весят не так уж много. Вот алгоритм архивации оптимизации для текстур, вот это да, вот это ведь была бы. Так, сейчас же как раз эти сделали, с DLSS 5 выйдет, там они показали сцену NVIDIA, что она занимала 6 гигов видеопамяти, если ты, конечно, об этом. 6 гигов с лишним видеопамяти осталось занимать 900 мегабайт видеопамяти. При этом без изменений. Ну, вроде как говорят. Но говорят, что кур дают, поэтому там наговорят вам, так сказать. Я вам тут сейчас такую вещь скажу. Вы следите, я сейчас заболтаюсь, я один момент пропущу. Я там поставил духовку хлеб печь, ёпт. Да-да, старый я такой. И если я пропущу как бы момент, когда надо пойти проверить и отключить, но еще полчаса можно ничего не трогать, то вы как бы следите. Потому что будет весело. Да. Так. Tooltip текст. Ну там разница капитализации всего в 6 раз. Не такая уж и большая, как мне думается. Ну, небольшая, но все же могут. Но они, скорее всего, купить не в плане купить. Там что-то будет купить, сотрудничать. Типа такого, скорее всего, будет что-то. Но мне все равно не нравится. Ладно, я не буду что говорить. Это Twitch, YouTube, они не любят такое. В общем, ну, я пошутить хотел, но потом понял, что сейчас же за шутки спрашивать любят. Не хочу, чтобы меня спрашивали. В принципе, все. Давай еще раз. У нас есть Data Asset с Ability. Мы кастанули в этот, перевели. Вспомнил, в 26-м стандарте там еще STD Cast появился какой-то. Я не помню зачем, я просто сейчас триггернулось что-то в памяти. Потом мы перебираем все геймплей эффекты из этого Data Asset, да. Мы достаем его Default Object. Достали Default Object. Потом для всех его модифайерсов у нас магнитуд — это значение, которое нам поступит из его этого атрибута. Не атрибута, ну, короче, вы поняли. Эффекта этого. А это его левел, который у нас здесь зайдет. Талант, который мы сверху... Ну, то есть мы клацаем до 5, там, да, вот единичку наклацаем, он в первом стал, и нам нужно, чтобы он уже был первый, то есть отобразился. Бац, полетел. Ну и мы передаем его сюда. Потом мы из тима тип текста, который мы вот тут создавали, нам надо достать по атрибутам нашу инфу. Нашу инфу достать. Да, description текст, только вот он же не знает. Подожди, не, это ничего работать не будет. Или будет? Так мы кем не воспользовались? Таланты предопределены, а скиллы приобретаются или в чем их разница? Таланты — это пассивка, скиллы — это активка. Ну, пассивка там на эти влияет, там на хп, ну, на стандартные эти, как его, атрибуты всякие, там хп, шанс крита, уклонение какое-нибудь, там скорость атаки, ну, такие базы стандартные.
не знаю, как сказать еще понятней. А скиллы это именно там какой-нибудь там Fireball, Blizzard, какой-нибудь там, как эта крутилка называется на английском, у варвара какого-нибудь. Там слэм обычная такая, ну, такие вот, в общем, штуки. Подожди, да, я еще раз посмотрю. А что ты ругаешься? А, потому что уже... Ага. Все, понял. Спасибо. Оки-доки. Не, Cyclone, да-да-да-да-да, Cyclone, да. Да-да-да, он самый. Ну, в общем, скиллы такие. Всего у меня будет активно 6 скиллов, но в ветке, в дереве их можно, ну, много, сколько их там будет, я не знаю, 10, условно. В каждой, ну, там, условно, у мага есть там огонь, лед, молния. И вот в огне там 10 активных скиллов, там в молнии 10 активных скиллов, там, и в этом 8 активных скиллов. В общем, неповадно было меньше, допустим. Но на панель активную ты можешь только 6 вытащить. Вот, выучить это не можешь, но использовать это... Так. Кей, это именно кей, он в аргументы передает. И вот сюда вот он аргументы в args. Правильно? А здесь в args залетает магнитуд. Подожди, да я args соберу. Мне по args как-то понятней, что ли? Где ты? Дай. А вот это ястырь у тебя. Ага. Кей. Вот этот кей, это у нас что? И это как раз таки наш шифр. Это наш шифр вот этот. То есть как он шифруется. Соответственно, мы его достаем из вот этого покемона. Из вот этого покемона key-текст. Вот так вот он достается. И передается сюда. А здесь из номер магнитуде. А потом он передает description текст. Формат. Вот он, description текст. И передает сюда вот эту вот часть. Вот. Вот теперь все. Вот теперь все то, что надо нам. Вот так вот это должно быть. По идее, у нас все работать должно. Но это не точно. А, чё? А, подожди. Где талент? Это остался это. Талент. Да. Правда, но это не важно, там этой курвы-то все равно нет. Че, просто вырываемся? Пусто, ну, прикольно. Собственно говоря, почему? А потому что мы класс не указали сюда его. Tooltip, ability. Тут-то пусто, ability, tooltip, текст и base tooltip.
И base tooltip теперь надо как бы заново заполнить. Что-то эти покемоны... смотри, он все сохранил. Красавчик. Подожди. Я же их не указывал. Я их в плюсах-то указывал. Value для всех одинаково назначил здесь. Все работает. Это ж мы не этот меняли. Все, ничего менять здесь не надо. Все, все хорошо. Так, дубль 2. Все готовы. Страшно было, очень страшно. Подожди. Ага, понял. Давай, значит, сюда. Так, ability прошел. Эффекты, Talent, Knight, Fury, Health Max. Да, все правильно, он получил его. То есть текущий Health Max. Угу. Геймплей эффект он получил, да. Modifiers он получил. Текущий modifier это у нас Health Max. Логично, логично. Все как бы просто. Дальше. Tooltip текст он получил, да, все здорово. Виджет он создал. А в этот-то я его не добавил в Vertical Box. Подожди, не надо. А в Vertical Box кто будет добавлять? Непонятно. Давайте вот мы его инициализируем и вот здесь сделаем или не Vertical Box. Vertical Box, add the child, tooltip widget. А что с большой буквы там писался кто-то tooltip? Что он хотел tooltip как-то писал с большой буквы, ладно, неважно. Давайте лайфкоднем. Подожди. Это если Тифайлур вернулся. Это можно новые заказы на эффекты? Ха-ха! Заказы на эффекты сразу можно размещать. Так. Видали? Видали? Смотрите. Стамина Макс, Health Max. 10, 10, Health Max. Вот этот дает Health Max. Но этот скилл мы еще не прописали скиллом. Tooltip. Здесь Health Max пишет. 10. Идем в наш... допустим, я сейчас дам больно. Вот сюда. Вот здесь. Все быстро просто найти. Health Max, бла-бла-бла. Talent. Вот он, Talent. Допустим, давайте еще добавим один Health Max. Ну, просто захотели. Night Fury, Health Max. Еще один добавить. Захотели. Так, подожди. Чтобы он 2 раза давал Health Max. Открываем. Пау. Давайте теперь удалим его. И знаете, что сделаем? И зайдем в сам этот. Здесь он как раз таки Health Current. Вот этот не трогает, он нам не нужен. Мы добавим modifiers новый. Возьмем, допустим, силу. И сделаем 999. Compile. Play. Бау. Хорош? Хорош. Сработает. Но это только он параметры задает. Теперь-то нам надо добавить туда, чтобы он задавал левелы. Писал текущий левел. То есть он пишет левел 1 слэш, там, допустим, 5. Из 5, там, 2 из 5, 3 из 5. При наведении вот здесь. Так как нам не обязательно
эту делать штуку. Эту делать. Сейчас я вот тут удалю, чтобы у нас тут не было приколов всяких. Delete. Закрыть. Левелы у нас есть у всех. Левел у нас здесь поступать будет. Давайте сразу, кстати, сделаем его, чтобы он сюда залетал. Так, вот const float ability level. Создадим. Оп. Оп. Хорошо. Сейчас у нас все поотваливается, но потому что он не принимает его. И мы пойдем починим его. Tooltip текст, talent. Что за язык, я не шарю. Плюсы. Плюсы это C++ в контексте Unreal. Unreal Engine 5. О как. Так, init ability tool, tooltip, create class. А он не знает уровень, правильно? Он не знает уровень. Текст блок, bin, бла-бла-бла. Песенка хорошая. Музычка точнее. Так. Бла-бла-бла, бла-бла-бла. Ну, кликит. Подожди. А я летел. А вот он. Ability level. При инициализации идет помидор. Я даже не знаю, я вне этого всего. Так, как бы я толком и не работал вообще в этой сфере, поэтому как можно себя оценить? Это только вот кто-то извне можете оценить. Наверное, так. Давай создадим здесь инт. Граф, да. Насчет графа этот, как его? Дорогая, где вино? Оно в графине, но у нас нет графина. Графина нет, а графиня есть. Вот сразу триггернуло. Так, что я здесь делал? После шутки все вылетело из головы. Вылетел левел. Да, в принципе, ability level. Вот так вот сделаем. Ability level. И мы сразу сюда его записывать будем. Вот так, оп. Оп. И оп. А знаете, зачем мы это делаем? Не, понятно, зачем мы это делаем. Сюда передать. Также у нас есть talent over and over. Over and over. И он talent box кликет. Здесь он ability level новый задает ему. Ability level. Talent level up. Play sound. Апдейты всякие здесь не идут. Единственный еще моментик есть. Или нету? Или все? Или есть, или нету? Так, дай мне level. А чё толку? Подожди, чё я проверяю, если я ничего не сделал? Только подготовил. Нам-то надо вот здесь с этим теперь поработать.
Мы должны достать текущий уровень. Короче, мы должны что сделать? Мы должны сделать вот эту вот фишку. Создать его. Потом обязательно добавить его в vertical box. И инициализировать мы его должны. Как мы его инициализируем? Какой текст? F-текст. F-текст. Не, ну... Блин, а камыш его потом никак не достанем. Ну, благо у нас есть tooltip текст. Datast. Мы здесь можем указать именно f-текст, level текст. Без этого. Level текст и достать level текст. Как бы. Достать level, епта, верни назад, из tooltip base, да что такое tooltip, где достать level текст, но дело в том, что его тоже надо формат делать, то есть это вот так должно быть формат, потом вот этот вот покемон. И два аргумента мы должны будем создать. Args. И их два должно быть. Какие именно они должны быть? Мы... ну, у него value 1 и value 2 должны быть, правильно? Что-то из разряда... блин, он f-текст, да, хочет туда. Он же очень туда хочет... f-string. F-string. String... current value... что там? Подожди, можно и без этого. Нашел тест для проверки знания движка. Вопросы там, конечно. А в Discord могешь этот на всеобщее обозрение нам закинуть? Макс. Как называется система, позволяющая управлять анимацией персонажа? Widget, Blueprint, Chishadi Paper 2D, Animation Blueprint. Я бы, если бы даже не знал, ответил бы правильно. Да, вопрос, конечно, такой. Я думал, имеется в виду, что там жесткий какой-то вопрос. Вопросы жесткие какие-то, типа, вообще о чем идет речь, а тут такие... Ну, это как-то что-то, да. Блин, max value. Current value, max value. С большой, наверное, буквы. Здесь. В чем суть? Нам надо сделать вот это два раза. Здесь current value передать. Здесь max value передать. А значение... А значение взять из этого как раз таки. То есть вот это текущий. Да, там детский сад. А вот чего-то серьезного нет. А вот это забрать talent max level. Надо передать сюда. Но теперь
теперь самое интересное, что вот этот tooltip DA, он должен содержать вот эти штуки. Давайте перезапустим. Надо сейчас сходить будет проверить. Что там у меня не сгорело ничего. Все ли окей? Слушай, ну детский вопрос, ну это, конечно... А это кто вообще? Откуда? Это просто кто-то создал или это ёпиковское что-то? У них же там есть какие-то тесты на знания, они там сертификаты выдают всякие. Там, по-моему, не просто пройти надо, там надо что-то еще им надо, короче. Что-то еще не хотят, по-моему, чтобы ты работал именно. Так, стоп. Level current value. Вот так вот в скобочках. Но вот это, конечно, беда, что max value. Что мы так пишем, это вообще беда. Большая беда. Давай без пробелов. Все. Это я нейросеть попросил найти. Он нашел Мейтрагер, я даже знаю, чей это сайт. Был такой чел на ютубе. У него чуть ли не по всем языкам были курсы на канале. Да, всего по чуть-чуть, как говорится, в итоге по всем языкам. Это что, это типа сильно умный чувак или сильно особенный? Что по всем. Так, давайте очистим, значит, наш сейф. Сейф очистим. Это как Михаил Русаков? Знакомое это. Так, 0 из 5 клик. Клик, у нас этого нету. Поинтов. Клик. Вот он не обновляется в реал-тайме. То есть нам на клик надо, чтобы он удалил и новый создал этот... короче, новый создал. Ну, это у нас уже метод есть, там просто вызов метода сделать надо. Ну вот, все работает. Единственное, что мне не нравится, это то, что мы вот здесь вот прописываем вот этот current value, max value. Это вообще жесть. Это надо как-то в самом датасете вводить. Это забей. Это что-то как-то сильно. Level current value и level max value. L. Что за фуя? Навелу решил запилить? Его еще в шутку про Русакова. Что за... Фури, ярость. Это не тот Фури. Дейс, не твое любимое. Успокойся, не триггерись. Так, ладно, я пошел проверять, короче, давайте перерыв минут 5, такой маленький. Так, продолжим. Так, кстати, через 3 минуты будет полчаса. Да, я уже сходил, все отлично, все вроде хорошо. Вроде жив цел орел. Все, уже выключил, все отлично там. Стоит. Да, минуту. Не успел из-за этого, да, получается, но нормально. Спасибо, что напомнили. Это хорошо. Так, мы вот это, наверное, перенесем в Data Asset, вот этот Base Tooltip. Тоже сделаем его uProperty и как-то level f-стрингами, потому что, ну, иначе это бред. Мне не нравится, это, что он там находится. Как-то key level text. Key level text. Блин, а может 2 надо. Key level text.
Через массив сделать его. Но он-то не знает, какой, правильно? Брать. Короче, пока текст 1.2 будет. Пока будет 1.2. Так, да. И мы его здесь назовем по этой же схеме. Как-то надо помельче. Current level валуя. Или просто current level. Current level и max level. Ой, я это в структуре делаю. Осуждаю. Знаешь песню Меладзе про 3 парней? Не. Что там за песня про 3 парней? Ну ты к чему-то ведешь? Там что-то есть, какой-то подтекст. Явно. Так, если он здесь, значит мы берем и передаем его из tooltip. Base tooltip. Base tooltip. Да, первый и второй. Окей, level text. Current, наверное, его стоит назвать. Окей, current level. Окей, current. Пусть будет так. И key max. 100 шагов назад. Тихона Пальцев и Дима Идушин. Вроде так там поется. А чуть знакомо. Ну, хорошо, но ты же к чему-то вел. Или ты просто спросил? Просто вопрос, просто так. Текст, так. Я не то чтобы, как бы, слушатель такой музыки, скажем так. Я больше по что-то. Забей. Все забил. Так, хорошо, это мы перенесли, это в помойку отправить. Дай-ка я сделаю вот эту вот штучку. Опа, failed. Подожди. В смысле failed? А, ну да. Шортс убивает мозг. Ну да. Это тебе заело? Эта штука, что ли? Так. Тип. Тип, ладно, пусть будет просто tooltip, как будто бы это кто-то когда-то будет читать. Что там делаю? Так. Да там смех с водой. 2 типа сидят. Угорает с видосов. И вот там такая шутеечка была. Ничего не понял. Я недавно накачал музыки. Конечно же лицензионной, осуждаю пиратство, из нулевых.
Продиджи все такое, слушай в Винампе. Так уютно. О. Точно. Я уже забыл, что он там указал. Он же не current level, а max level. А, current level, Визуализации. current level, max level. Prodigy в Винампе. Ты правильно, вот это то, что человек писал. И как, что значит, а как это с визуализацией? Конечно же. А как это с визуализацией? А ну поподробнее. Так, хорошо, это сделали. Теперь я хочу, чтобы он... Вот здесь tooltip пересоздавал. У нас over, да, происходит. Talent box over. То на тебя подписан? Так мы просто тебя вызовем и все. Talent 3 на тебя подписан. И что-то это другое совсем, подожди. Вот он, mouse enter. Это немножко на другой over. Mouse enter, вот он, init tooltip создается tooltip. А что за скринсейвер? В Винампе можно включить окошко, где под музыку всякие разноцветные штуки. А, вот эта штука, блин, да я что-то не понял сразу. Подожди. Я создам, наверное, метод. Здесь вот void create tooltip, да. 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 Сюда. Нет, не сюда. Не по фэншую. Вот сюда. И мы сюда его переносим. Здесь делаем... Чтобы моники не выгорали, ставили скринсейверы. Всякая геометрическая шляпа летала по экрану. Ну, я помню вот эти трубы. Но это прям что-то очень древнее. Там, ну, которое через 15 минут, там, через 10 минут, вот это вот оно. Или там отдельная прога специально, чуть типа, можешь просто выключить его, если ты уходишь куда-то. Осталось поставить Windows зверя, но всегда остаться молодым. Да. Ладно, это не имеет смысла здесь его обновлять. Так. А может быть и имеет, кстати, смысл. Ладно, мы сейчас посмотрим. Create tooltip. Блин, я set tooltip с большой тип. Вот это с большой пишу, но... If ability больше...
Вот сюда надо засунуть его, чтобы он заново создал его. Работает, смотри. Стамина Макс повышается, смотри, от уровня зависит, мы же уровень тянем. Смотри, а там же курва вставлена, смотри, 50 дают. Видали? Видали? Я сам только заметил эту фигню, оно работает. Так, clear save. Давай еще раз заходим. Не знаю, что надо дать, как его, таланты себе. У нас вот дает 10 хп, мы кликнули. 10 хп. Ну, потому что 0 и 1 это одно и то же. Дальше 20 уже хп дает. 30 хп. Это сейчас. Правда, это показывает сейчас, сколько будет давать. Может, плюс 1 сделать? Чтобы он показывал. А ну, давай плюс 1 сделаю. Ты ж по-моему чуть постарше даже меня. Но даже я помню и пузатые моники, и скринсейверы и прочую дичь тех лет. Ну, пузатые моники-то понятно. Просто, ну, скринсейвер, я помню, что трубы только я помню, которые там... Ну, это когда ты отходишь на там какие-то там 5 минут, 10 минут. Но оно и сейчас есть. Но только там не трубы, там какой-то скриншот тебе какие-то дают. Винда. Ну, пузатые моники, само собой. Даже меня, старец, даже меня постарше. А я не помню, ты, по-моему, не знаешь возраст мой. Возраст мой знает... Ну как, один, я это на стриме говорил, просто тогда присутствовало 2 человека, и один из которых как бы не заходит, как узнал, и все, больше не заходит. А вот думай теперь. А вы думаете теперь? Я не помню, я говорил, нет. Вот и думай теперь, как говорится. Так. Ну, если ты был на том стриме или как? Не, ну ты еще не был на том стриме, это я... Ну, если втихую только. Ну, то есть я помню, я конкретно помню, как на каком стриме ты залетел. Это я помню. Вот... Ну, Тифалур знает, это 100%. Ну, как знает Тифалур. Годы идут, как бы, там уже совсем другая цифра. Так. Я забыл, я что хотел сделать. Плюс 1 поставить. В вот этом ability tool. То есть он же должен показать, сколько там. А я по константной его перетипал, да? Бери конст. Я не знаю, как ему описать это, объяснить. Ладно, пока так. Ну, если ты правду тогда сказал, то знаю чуть больше, чем возраст.
Ну, тогда это когда? Когда я как его, по рабочим моментам, ну, я помню, что там больше, ты знаешь, больше, но я не помню, что там возраст звучал. Так. 6 из 5. Так, подожди, 6 из 5. Для отображения минуса, для этого плюс. Для того плюс. Тогда не наоборот. Точнее, не наоборот, а... Сейчас. Вот здесь. Плюс 1. Вот так вот должно быть. Давай это все сейчас. Ага. О, 10 показывает, да? 10 показывает. Хорошо. Даем. Все, ну больше он не показывает, потому что дальше он не идет. У него как бы все там остановлено, курва. А как обычно показывают, сколько будет давать? Блин, наверное, надо там писать что-то из разряда текущее, да? И сколько будет? Или тоже сделать вот этот как 0 от 0 до 5? От 0 до 5. Только по хп сделать. Стамина макс, допустим, там 20 из 50 будет. То есть сразу последнее значение брать, чтобы было понятно. Ну да, других вариантов нет. Нее сначала сколько будет, потом в скобках сколько добавил. Ты меня запутал. В смысле, сколько будет, потом сколько добавил. Может, что-то из разряда, там, допустим, текущего писать, наоборот. Текущий. Ну, текущий, дело в том, что текущий, он плохо пишет. Текущий. Он... Плохо, короче, он пишет текущий. Он там... для него нет разницы, нулевой уровень или первый. Если мы уберем вот этот плюс 1, это который, чтобы он писал именно будущий. И вот так сделаем. И вот так сделаем. То он сейчас пишет... блин, чуть надо. Он сейчас пишет вот как бы текущий, то есть он нет разницы у него 0 или 10. Вот это, с этим надо, нулевой уровень или первый. Вот теперь он пишет корректно, текущий. То есть нужно будет обработать нулевой уровень отдельно. И просто-напросто в скобочках написать там плюс. Плюс какое-то значение, а если минус? Плюс-минус получится. А я не о том подумал. Вот.
Блин, а как сделать красиво, чтобы было? Не, можно пока забить болт. Есть информация такая, хоть какая-то, и дальше пойти пока что. Но... Это как в нулевку, вот как вы обработать надо, это некрасиво, даже если сейчас. Ну, допустим, я так хочу, надо нулевку тогда отработать. То есть нулевой уровень. Если нулевой уровень, то магнитуд вообще не должен браться, 0 должен передаться туда. Где он? Вот. Просто если ability level этот меньше, то магнитуд... магнитуд. Кстати, вот эту штуку мы можем вообще сюда засунуть. Мы ее-то здесь используем, правильно? Первый раз. Зачем нам ее заранее получать, если нам только здесь нужна? И, соответственно, вот это тоже. Магнитуде. Тут-туру. Утречка. If ability level больше 0. Тогда магнитуде у нас будет 0. И он просто 0 нам отобразит. Нас вроде бы это устраивает. Или не особо. Ну, текущий, типа, ну, текущий-то 0, правильно? И заодно мы сразу понимаем... супер. Понятный этот, коммит. Гребаные кошмары сбили мне режим. Уснул вчера в 8 часов вечера, потом из-за кошмаров проснулся в 10:30 в одном ночи и не мог уснуть до 8 часов утра. Это печально. Это печально. А что за кошмары? Зачем они? Пусть уходят, скажи им. Ну и в 8 часов утра лег поспать часа 4, но в итоге поспал 6 часов. Ты опять у тебя лег, в смысле в 8 утра только лег. Мне не нравится. Да не думали, что нагнут меня, а это я их нагнул во сне. Ну, видишь, ты победил, это хорошо. Не доучили. Победа, но какой ценой? Первая победа. Ну хорошо, меня такой вариант устраивает, что он текущий показывает, хардкор. Вы сами высчитывайте, сколько будет давать. А то расслабились, все, он показывай. Так, что еще там может быть в описании пассивки? В принципе, ничего, у пассивки все. То, что у пассивки есть, мы все сделали. Все.
Да там были зомби из Майнкрафта, что-то типа мимиков людей, превращаются в людей и заходят за спину, чтобы вцепиться. Вообще можно даже взять один сон и воплотить в инди-хоррор игру. Вот это у тебя мощь, там, конечно, экшен происходит. Мне тоже недавно приснился этот кошмар, но что-то как-то там по Но самый большой лайтовее. кошмар был взаимодействие с людьми. Да, взаимодействие это страшно. Если бы ты услышал, что мне за кошмар присоединился, о. Ну да, он странный, конечно, такой кошмар, но мне не понравилось что-то. Когда проснулся, мне не понравилось. Так, скилл. Скилла все интереснее. Все очень интереснее. Потому что у него есть... что он делает? Но description. Это все легко. Ну, первый кошмар был, description. я с классом пришел в развлекательный центр, который мне не понравился, и решил уйти, и тут начинается кошмар, я не понимал, как оплатить, и меня подгоняли. Вот это взаимодействие с людьми, да? Да. У него описание должно быть у скилла, а потом у него должен быть урон. Мы урон можем записать также, пометить его и в описание добавить. И в описание добавить. Уровень у него уже есть, там просто description вытянуть. Ага, и в самом дата ассете его обработать. Хотя можно здесь. Ну, в тултипе самом. Я вспомнил. Нам же надо еще что нам надо. Чтобы он показал, что нам надо. Вот это вот я еще не проработал. У него же есть эти... Подожди, к скиллам еще рано переходить. Мы еще здесь не закончили. Вот это, кстати, ну надо как-то я понял, что я собрать. оплачивал при каждом участии, то просто ушел, после чего началась ночь, и вокруг меня спавнились зомби из майна и бежали ко мне. А я такой отталкиваю и кулаком и распрыжкой ухожу от них с большой скоростью. Мне кажется, ты в майн переиграл. Не? Я в майн не играл уже где-то месяца 4-5. Тогда пора поиграть. Вещи сон. Пора в майн идти. Подожди, у нас есть требования, у нас есть такое понятие, как требования. И вот тут вот начинается веселье, потому что... или не начинается веселье, смотри. Так, где талант? Ability. Лия, мне после мегабонка один раз снилось, как я распрыжки от демона убегал. Не, мне после мегабонга такое не снится. Это как вы так переигрываете, что вам снится, как вы там распрыжки делаете, от зомби убегаете? Поменьше играйте. Че-то как-то да у вас. У нас есть вот этот покемон, да? Talent Requirements. У нас есть его дата asset. Соответственно, мы картинку можем вытащить из него. Картинку вытащить из него как раз. Картинка.
надпись типа Talent Requirements. Там столько-то и стольки-то. Из тултипа, кстати, current value можем взять и max value. А я level их назвал, да? Гореть мне за это в аду. Недавно вообще принял, что я кто ноль, то типа Ван Хельсинга в плаще такой. Пришел за ведьмой или вампиршей, пытаюсь выстрелить, патронов нет. Говорю, подожди, не нападай, я сейчас перезаряжусь. А потом я вернулся домой, а там я встречаю родню, а когда выхожу из дома во двор, то снова их встречаю, хотя помню, что они были дома. Я что-то заподозрил и заметил, что они странно движутся и пытаются на меня наброситься. Я кричал другим, у меня естественно не было, все меня игнорили и не хотели помогать, но я очень сильно хотел в туалет, дом и был занят, поэтому выбрал уличный, но никто помогать не хотел. В итоге психанул, достал двуручный меч и сносил головы этим монстрам. Достал двуручный меч, что-то нормально так. Это не нападай, я перезаряжусь, это как в этих комедиях. Конечно, это... Let me tell you something. Вот эта вот фишка. Кто знает этот мемас, тот молодец. А кто не знает, должен узнать обязательно. Так, подожди, это закрыть. Вот это вот. Валуя. И мы с ним будем работать. Смотри. Да? Текущее мы берем. Пу-пу-пу. Текущее мы откуда берем? Пу-пу. Ну вообще это типичное развитие событий в моих кошмарах. Со мной пытаются что-то сделать. Но в итоге мне все надоедает и я включаю музыку из Дума. Знаете, какая супер красивая история будет? Мы сейчас нашим тултипом полезем в Game Instance. А из него мы полезем в сейф. И достанем. Ой, что мы достанем оттуда. Достанем нашу историю, это все. А по-другому никак. Это же там вся эта инфа. Единственный момент, который Но можно всё равно сделать. Я просыпался с учащенным сердцебиением и холодным потом. В общем, для организма все равно стресс. Хотя у меня все под контролем. А чё ты такой шухерной? Чё тебе снится этот? Это как это? Это же, наверное, ненормально. Что кошмары снятся так? Ты постоянно на шухере, получается? Или как это? Ай, даруй мне силу, Всевышняя наука. Где мне взять то, что я хотел взять? Ну, есть такое, пока такая вот жизнь у меня. Это печально. Вот здесь вот create tooltip, но он уже знает всю эту историю. Короче, мы можем в самом create tooltip это все сделать. Вот таким вот образом. И передать данные, ну, чтобы он не подключал game инстансы, вот эту всю историю он не делал. Стресс, переутомление. А можно даже сразу передать, нам-то надо requirement, сейчас. Знаете, что нам надо? Что нам надо? Нам надо talents. Ну, тоже я назвал их talents, на самом деле это ability yes. Потому что там и то находится.
Но Talents это старое название. Я их не переименовал. Надо переименовать, наверное, сейчас. Как Ability пишется? Оно же через те, которые на Y заканчиваются, они же через E, правильно идут? Ability. Вот так вот пишется. Get Ability. Мне даже интересно смотреть кошмары. Я некоторые записываю. Это же офигенный материал для игр. Ну это да. Да, я вчера с 6 часов утра занимался готовкой и подготовкой застолья. День рождения у племяшки был, из род.дома вчера выписали. Да, ты же говорил, у тебя там пополнения всякие. Ну круто, круто. Это круто. Племяшки, это круто. Ладно, потом как-нибудь. Так, get ability. И это, кстати, сейчас будет очень во многих местах. Get ability. Почему я F7 нажимаю? Почему просто по F8 не пройтись один Я раз? вообще все сны записываю. Так многие из них это прикольные идеи для игр. Вот, например, сон про этих мимиков, которые имитируют других людей и пытаются схватить тебя. Ну да, но то есть надо реализовывать. Это да. Подожди. А где? Кто я? Вот здесь, да? Мы можем сделать get ability и получить всех их сразу и передать просто по это, знаете, это... ну да, ее ability, да. Просто тимап по константной ссылке принять он может. Вот этот init ability tooltip. Дополнительно принимает const вот этого покемона по ссылочке и этот ability. Вот. Тут у нас все летит по одному месту, да. И мы берем, делаем вот эту вот штучку. И передаем его сюда. И теперь же мы можем с ним работать. Ничего не подключать. Мне кажется, надо что-то сделать с этим. Надо вот это как минимум перенести в этот... в отдельный метод, типа create level tooltip. Это текст. Давай вот так вот сделаем. Void create. А еще вот другой сон снился. Когда лед в 8 часов утра и вот да проснулся недавно.
Но это не был кошмаром, а скорее сон частично из-за одной манхвы, которую сейчас читаю. В общем, мне дали еще одного кота на содержании 12-летнюю, которая пришла сдаю ей комнату. Там какой-то экшон из-за того, что я в каком-то розыске был, учил ее водить машины, но я и сам не умею, хех. В общем, это уже был не кошмар, из-за чего более-менее поспал. Ужаски какие-то, ужас. Блин. То есть ему надо раз, ему надо два. Раз и два, вот это вот ему надо принимать. Create level tooltip text. Ну, потом, может быть, и шаблонный сделаем. Посмотрим метод какой-нибудь ability. Там зарефакторим, что-то сделаем. Так, хорошо, это мы скрыли под метод. Ладно, пойду отдыхать и думать, что делать сегодня. Давай, давай. Хорошего там, стрима. хорошего тебе там дыхания. Чтобы отдохнул. Завтра придешь, отчитаешься. Все. Так. Abilities. Я думаю, мы после это сделаем. После вот этого всего. Наверное, пойду ДНД пилить. Тоже хорошая история. Так, вот сделаем. Для каждого requirements, которое у нас здесь есть, ability for что? Что? Теперь. Вот что. О, follow the channel, благодарствую. Тип const, тип pair. Ссылка pair. Ability talent requirements. Вот опять talent, это ability requirements, это к ability относится. Ну, это потому что rename был потом сделан и осталось. Но не стрима, может, поменяю все это, поподтягиваю. Нормально будет. Блин, а он все отвалит мне. О, не, я не буду так делать. Все, теперь talent requirements навеки. Или сделаю, посмотрим. Там, по-моему, можно как-то ему указать в редакторе, чтобы он понял, о чем идет речь. Это не, ну, по-моему, не так работает, как-то странно. Так, что он мне тут надавал? Он не понял, что я делаю. Этот GitHub Copilot не выкупил. Смотрите, мы перебираем весь этот requirements, и нам нужно спросить у него, есть ли такой в уже обилках. Правильно? Чтобы достать текущий уровень. Текущий уровень, который под интом. То есть вот этот int 32 abilities, сейчас current level abilities, да, вот этот find pair const. Да что такое const? Вот, потому что константная ссылка там. Текущее значение. Естественно, нам надо вот так вот if, потому что если не if, то как бы
Конечно, нам надо его использовать. Сейчас. Level. Сейчас обалдейте. Блин, 2 раза будет тогда искать его. Не обалдейте, значит. Ну, можно, конечно, вот так он не примет его. Это ж порнография. Подожди. Он же так... Он так не умеет. Подожди, у нас же есть FindRef. FindRef, точно, я что-то запамятовал. Все, не надо ничего мудрить здесь, все. Он там 0 будет и так. Все, это нам не надо. Current level, все есть, мы записали его. Теперь нам надо взять... сейчас... PRK, да, мы туда передали. Ага. Взять, подставить. Что он мне тут насоветовал? Вот это вот убрать? Это точно нет. Он в любом случае должен это подставить. Еще раз, что он там насоветовал мне? Tooltip. Создал, да, все верно. Аргументы добавил. Key current value это current. Per value это... это per value, да. Это max, который требуется, да. Только requirements текст такого не существует. Required text. Я потерялся. Я нашелся. Requirement text, не required. И вот тут, кстати, не null-pointer, самое интересное. Здесь per.value. Окей. Фу. Ой, тяжело. Talent icon, вот он. Вот так вот это должно быть. Еще один момент. Только сейчас заметил, понял. Вот здесь вот set brush from soft. Soft текстуре надо вызвать. Просто soft текстуре, если я все правильно понял, неважно, ты туда передашь soft или не soft, он будет работать. А вот обычный OLED так не будет работать. Поэтому на всякий случай, чтобы это работало и так, мы передадим этот. Надо еще сделать иконки. Сейчас size задать.
И я не вызвал этот... Не, подожди, я внизу писал, я же не метод создал. Саму иконочку мы сейчас... Тут 64. О, подожди, какие 64? Сейчас дам больно. Да, 32 на 32. Так, это прекрасно. Так, requirement текст. А там же нейминг должен быть. Name еще отображаться. Подожди, мы еще name должны отображать в этом самом. И вот здесь как раз таки name должен быть. Типа, как бы вот. Current value, max value, current value, max value, current value, max value. А вот тут мы же не просто пишем там requirements, там один и этот, и все. Мы же должны указать именно... А почему, зачем он стал большим? Потому что я его растянул. Да, он свой сайз занимает, то есть 512 на 512. А зачем он это делает? Если он устанавливает сайз этому, а у него сайз image здесь стоит 32 на 32. Давай ручкой, конечно, не писать. Draw as image. Ну, засранец, что еще сказать? Здесь, скорее всего, должен быть из разряда что-то типа такого. Name value. Requirements. Я не помню, как эта шляпа пишется. Где он? Ты издеваешься? Смотреть нет. Requirement name value. Потом current value slash max value. Нам нужно name value ввести. И requirement текст заполнять его через это дополнительно. И name value. String name key name value. Так, name value. Хорошо. Еще и имя у нас должно быть. Ну, с именем там он должно быть по центру, там отдельный этот надо создавать.
Талант этот. Когда больно. Ой, да больно. Вот тут вот uProperty. Мета. Да, Data Specify, да, именно он, конечно. Bind. Виджет. И вот он снова, я тут, спустя много недель. Что сейчас пилишь в общем? Их последнего. Я помню, ты там то Вердефин сделал, потом переключился на что-то какой-то другой проект. О, так это было фиг знает когда. Привет. Сейчас, да, Tower Defense это было давным-давно. Потом у нас был неудачный опыт совместного делания Extraction такого, как сказать, не Diabloid, но, короче, Extraction Dungeon. Вот так, типа такого было. Потом я начал пилить Survival, Open World Survival, с онлайном. Потом у меня был огромный перерыв, и после него я вернулся и начал делать Vampire Survival Diabloid. Вот так вот будем называть его. Пока без онлайна, но с заделом на онлайн. Вот такие вот дела. Текст-блок, хорошо. Подожди, у него же talent name вот есть, да. Тут все как бы легко и просто. If я забыл, как только что назвал этот name. Текст-блок, представляете? Не name, текст-блок. Вот этот сборщик, конечно, работает мусора. Survival Diabloid, это шо? Как? Не, Vampire... Не. Vampire Survival Diabloid. Ну, вот как Vampire Survival, то есть на тебя прутся, то есть какая-нибудь такая локация. Вот. Ну, там Vampire Survival она бесконечная, но у меня закрытая локация. Какая-нибудь там арена условная. На тебя прут со всех сторон мопцы. Ну, а дальше Diabloid, как бы всякое добро, там шмотки, прокачка. Вот сейчас таланты сделали, тултип для них делаем. Такая вот история. Ability. О, да. Оу, не расслышал про Vampire. А будет арена фиксированная? Или набор уровней? Набор уровней, у меня уже выбор есть, смотри. То есть ты вот начинаешь, у тебя вот такая вот менюшка, здесь ты можешь там персонажа выбрать, класс, ну там Knight, допустим, там Mage какой-нибудь и прочее. Скиллы можешь выбрать. Ну это понятно, почему он здесь ругается, точнее не ругается, это наш тут этот. Вот Knight выбрал ты, потом, допустим, скиллы хочешь ему прокачать, здесь выбираешь ветку, там бац, выбрал ветку. Там прокачиваешь ее, там скиллы можно поставить себе на поле вытащить. Кстати, это он запомнил, а это он должен был сбросить. Выбрал это все, там прокачался, там еще всякие штуки, нажал play, выбираешь карту, там хочу на этой карте играть, вжух и пошел бегать.
Вот время идет, мопцы идут, шлепаешь мопцов. Бац, тебе улучшение залетает. Это улучшение реген хп, допустим, себе. Бац, улучшили реген себе хп. Мы такие думаем, о, мы сейчас тут прокачаемся, вообще изи все будет. А потом бац, залетает следующий левел. Бац, и мы читаем. Тут мы увеличиваем и для плеера, и для врага, и для врагов уклонение. Или уменьшаем, наоборот, уклонение и для себя, и для врага. Или тут меткостью уменьшаем и для себя, и для врага. Допустим, меткость взяли, уменьшили для себя, для врага. Бац, дальше качаемся. Думаем, ну ладно, сейчас-то будет улучшение для персонажа. О, мисс промазали. Да? Бац. А мы тут врага усиливаем. Враги теперь, у них сила будет на 3 больше. Или уклонение выше у них будет. Или хп больше. А уклонение им дадим. Вот. И вот таким вот образом проходим. А потом босс появляется, и мы шлепаем босса. За него скиллпоинты получаем. Дальше прокачиваемся. Вот. Ну и активные скиллы. Ну, активные эти, как их... То есть ты скиллы там перетаскиваешь на вот ту панельку, она не сделана, чтобы они сюда переходили. И скиллы юзаешь из древа таланта. Вот Health Regen. Можно уже 2 сделать, чтобы был Health Regen. Все, Health Regen работает, все. В общем, померли, и все как бы. На базу домой. Домой, Уолтер. В общем, такая вот история. А как? Интересная идея с усилением врагов. Как такой автоливелинг, но где ты контролируешь прокачку? В смысле контролирую прокачку? Вот здесь ты контролируешь прокачку. Игрок, вот здесь ты берешь, вкачиваешь от левела. Допустим, бац, 40 левел. Кстати, он уже подтягивает 50 хп он даст. Там вот талант. Вы вкачал его, и, допустим, вот на 2 у тебя будет талант слэм. О, смотри, requirement уже подтянул 5 из 5. Откуда он взял? Я же не не вставлял его. А, нет, подожди, я вставлял, все правильно, он взял его. Ну ты ж сам сказал, выбираешь, что вкачать и себе и врагам. Нет, это ты выбираешь и себе и врагам, это у тебя 3 есть первый левел. Значит, есть какой-то контроль. Смотри, у тебя есть первый уровень. Когда ты получаешь первый уровень, ты выбираешь улучшение для себя. То есть то, что усиливает игрока. Второй левел. Ты выбираешь либо то, что усиливает и игрока, и врага, либо то, что ослабляет и игрока, и врага. То есть ты либо дебафаешь всех, либо бафаешь всех. Третий уровень. Ты выбираешь то, что усиливает врага. Ну и 4-й это заново как бы идет. Вот таким образом ты в процессе. А себя вкачиваешь скиллами. Это вот ты скиллы вкачал. То есть себе здесь, в данном случае, health вкачал. Здесь себе стамину вкачал. Все, нету таланта. Таланты закончились. Скиллпоинты точнее. Все, стамина 30, хп 50. И в плей нажимаешь, и все работает. Так, ну я скину это. Не для тестов надо. Так. Вернемся сюда. Нам надо еще один. Во-первых, подожди, я name. Понятно, ну все равно, что то такое, есть контроль. Ну, контроль, естественно, ты контролируешь. То есть, тут же в чем прикол? Ты мог, допустим, за счет талантов и за счет лута, ну, потом еще и шмотки будут, но это потом, прям потом. Ты можешь, допустим, перебафать себя в каком-то параметре, допустим, там в скорости атаки. Очень сильно. Но есть предел, будет предел в x2, то есть быстрее, чем x2 нельзя стать. А ты себе сделал x3, но он сохраняет x3. И, соответственно, потом, когда ты делаешь там минус 0,1 к скорости атаки, ты ничего не теряешь. У тебя как было x2, так и остается x2. А вот враг теряет. У него становится 0,9. И тем самым, таким образом, ты можешь брать дебафы на скорость атаки, которые на тебя не повлияют за счет того, что ты вкачался в этот стат очень сильно. А на врага это повлияет.
И таким образом ты еще дополнительно контролируешь статы. То есть, казалось бы, вроде бы дебаф, но на тебя он как-то не особо повлияет. Вот. Ну, это если ты, как бы, короче, разоделся так. Разоделся. Подожди, а name он не подтянул, потому что я не перезапускал его, да, еще? Вот этот name, который он не подтянул. Там же name должен быть, да-да-да. Вот сюда вот он вставляет вот этот key name value, что ли, name? Или как мы его назвали уже, все, key name value, без текста. Key name value, вот сюда мы вот этого товарища должны вставить. Не этого. Ну тут надо прям все хорошо расписать всю эту систему. Там, чтобы было не слишком легко или тяжело. Да, ну это тесты, это ж тестить надо, понимаешь? Это ж ты как не расписывай на бумаге, а в игре оно же совсем все по-другому, поэтому пока не готово сам процесс, оно есть и есть, задумка есть и есть, все. Ну да, там тесты. Подожди, мы name должны вытащить с вот этого key. С вот этого... Не, это... Сейчас. Точка key. Talent name. Ну да, тут никакой не из number. Здесь вот так вот эта вся история. Вот сейчас все это мы в метод обернем. Но он там уже какие-то ошибки выдается с объектами. Потому что я забыл forward declaration сделать. Короче, вот такая вот задумка, вот такая вот идея. И вот так вот реализовываем помаленьку. Потом шмотки, потом еще классы, потом еще квесты, потом еще какая-нибудь еще фигня. В общем, развивать есть куда. Потом какой-нибудь крафт. Потом зелья какие-нибудь туда же. Активки, пассивки. Какие-нибудь улучшения для вот этих вот уровней. Ослабление этих уровней. И так далее и тому подобное. В общем, там... Можно двигаться. А может быть потом вообще, как стукнет, и вообще будем полную идеологию делать. Полноценную уже там. Возьму эту идею для своей игры. Вот ты какой? Но эпизодически там шоп применялось. Там на паре боссов МБ, шоп на всю арену. Там активации каких артефактов или тип того. Надо это обдумать. Обдумай. Вот какие тырят идеи. Уф. Текст-блок. Упс. Наверное, тогда сюда его добавлю. Я не хочу просто текст лишний какой-то добавлять. Ну, у тебя именно что это основа геймплея. Мне не подойдет. Ну да. Блин, я этому сделал. Давай 4 отовсюду. Name text блок. Так, и тебе дадим name. Так, некоторый огрызок у меня будет, но все равно думаю, МБ будет интересно. БМБ, так, 24.
Так, ну что, смотрим. Так, Fury Health. Надо текст поставить по центру, чтобы находился. Где он тут? Давай по центру. Так, Fury Health, хорошо. Level 0,5, Health Max, он ничего не требует. Здесь смотрим. Requirement Fury Health 0 из 5. Вкачали. Вкачали, у нас талантов нет. Вкачали. 1 из 5 пишет. Все отлично. Осталось иконку вменяемую сделать и все. Понять бы, как этот сделать вменяемым. Бокс, может быть, его сделать. Не, ну, конечно, можно сайзбокс просто добавить. И он тогда его ограничит, и все. Но мне очень странно, что он его не ограничивает. Короче, может, фил надо поставить его. Ну, это плохо будет. Ему тогда плохо будет. Или ему хорошо будет, наоборот. Ну, плохо будет. И что делать? Есть уважаемые знатоки. Ну, кроме как обернуть его в сайзбокс. Вот так вот. И сайзбоксу задать принудительно какие-нибудь 32 и 32. Тоже не работает. Не, ну это тоже работает, понятное дело. Кроме вот этого. А что сейчас рогаешь конкретно? Tooltip. Сегодня то есть. Tooltip, то есть, чтобы вот отображались информация. Там name вот сейчас сделали, отображается то, какой сейчас level, что дает на данный момент, сколько чего дает. И требования requirements, он пишет requirements. Fury Health, он хочет Fury Health. Вот этот. Чтобы он был 5 из 5, а он сейчас 1 из 5. Вот мы его вкачали 2 из 5, и вот он показывает, что 2 из 5 вкачан. Мы не можем этот талант вкачать, и вот этот пока Fury Health не вкачаем. Вкачали Fury Health. Все, 5 из 5. Вот этот прямоугольник с инфой. Да. Вот этот прямоугольник с инфой. Я вот еще думаю, если 5 из 5, может вообще не будем показывать requirements? Как вам идея? Так, ладно, а что делать с сайзбоксом? Мне не нравится сайзбокс. Ну вот он нормальный. Вот, он ненормальный. Давайте с ним работать. Ага. Надо только принудительно ему имидж задать, только и все. 32 на 32. Или вначале взять перед назначением, взять его, записать, а потом задать. Потому что тогда он работает. Ну да, сайзбокс смысл создавать. Это лишний этот... Так дела не делаются. Ну и это же все сбросится. То есть вот он сохранил, если мы опять Fury вводим, вот это тут.
И вот он опять его расфигачивает. Ну да. Ну тогда что? Тогда вот такая вот история. Чё? FDP... Ой, ё-моё, я это не хочу прописывать. До. Главное, до установки это сделать. До установки это сделать, записать, а потом и магия. И магия. Brush. Set. Set и магия. Size. Так, ну я перезапущу на всякий случай. Ну что, мощно? Я думаю, мощно. Я думаю, это оно. И что самое интересное, теперь очень удобно, то есть мы здесь можем указать любое наше большое маленькое сделать, и он будет большое маленькое делать в одном месте. Красота, красота. Или оставим requirement этот. Или оставим, или уберем. Ну ладно, 10 пикселей, хорошо. Да, и сверху еще, правда, тоже надо десяточку засандалить. Сверху можно, конечно, поменьше, не десяточку. Да, не десяточку. Где-то 8, а там 12. Вот так вот сделать. Сверху 8, а тут 12. Ну, есть же. Есть же. Ну, оно. Оно, я думаю, оно. Увеличим до 40. До 40 увеличим и посмотрим. Ну, вот это уже пошло дело, да. Плюс оно же не на весь экран, а вот тут будет оно на весь экран. Молодец. Здесь мне открыл засранец. Так. Ну и плюсом он еще и подсвечивает. Я представила технологию нейронного сжатия текстур. Да. В сцене она снизила потребление видеопамяти с 6,5 гигабайта до 970 мегабайт без заметной потери качества. Ждем. Да, мы об этом сегодня как раз говорили. Да, есть такая история. Посмотрим. Но они же вроде говорили, что это будет в DLSS 5, который они собираются осенью выпустить. Там в октябре вроде бы. Но что-то... И плюс это будет работать только на 50-х карточках. Как бы. Посмотрим. Может быть, это они так подготовились, что какая-нибудь 60-90 будет не с 32, а с 32, по-моему, гигабайтами, да, идет
будет там с 16, а все остальные по 8. А 60-60 вообще на 4 гига. И все. Ничего себе сжатие. Вместо текстур промптить, что ли? А если там разрешение экрана будет другим, размер текста и прямоугольников как будет меняться и будет ли меняться? Ну тут вопрос. Ну, там же они аишную вот эту хрень используют для этого всего. Поэтому там таких приколов будет, короче. Очень весело будет, очень весело. Осень будет очень веселая. Там GTA туда лезет, и этот, и там же, туда же, но это уже зима, правда. Ну, подожди, это не зима еще. Это же в ноябре вроде бы, или когда? Или в декабре? Не, в декабре. Этот Гарри Поттер выходит туда. Короче, там конец года, это вообще будет кайфовая тема. Начиная с октября там пойдет. Тестилка есть? Тестил? Кого тестил? Нейронную шляпу вот эту? Не... Каким образом? DLSS до сих пор мылит, с RTX не научились нормально работать, а уже новая технология. Я выше написал. А если разрешение экрана будет другим, текст будет меняться, и будет ли меняться? И я не понял. Сорян, я что-то это... До сих пор... Да, это оно вообще пипец. Я как-то в офиге. Игры выглядят как говно. На какие настройки ты их не поставь. Мыло. Пикселится все. Какая-то фигня с освещением происходит, что в Unreal, что у этих в Crimson Desert, у своих движок, блин, с освещением шляпа какая-то шляпная полностью. Никакой четкости. Давайте еще технологии, еще вторую видеокарту для DLSS 5 засандалим. Почему, собственно, нет? Я, ну, вот это вообще не выкупаю. То есть у вас оно как говно выглядит. Ну, то есть Half-Life 2 какая-нибудь, ну, она, блин, она нормально выглядит, лучше там, ну, я в VR просто помню, я запускал, блин, она, запускаешь, она выглядит, нет тут этой фигни, как, короче, как в этом. Red Dead Redemption тот же, он отлично выглядит. И играм по 1000 лет. Нормально, а современная какая-то шляпа, блин. Не, давайте еще технологию навесим. В общем, короче, да, фигней страдают какой-то. Ну, как фигней, они бабки зарабатывают. Это для нас это фигня, для них не фигня, для них бабос. Requirements записали, этот записали, все есть. Все есть. Все есть. Пу-пу-ру-пу-пу-пу-пу. Пу-пу-ру-пу-пу-пу-пу. Ну ты сейчас на полный экран, там Full HD, а если оконный режим и поменьше, там будет. Или полный экран и на мониторе с другим разрешением. Ну просто видел, что сейчас ты подгонял значение или вроде того. Но ты подгоняешь только про себя без своего разрешения. Не. Я просто посмотрел, как на большом экране смотрит. Я понял о том, что там надо смотреть, а что если поменьше разрешение, либо... Ну у меня, что там, Full HD? Ну, этот сколько? 27 вроде. Теперь я понял, о чем ты, да. Не, я не Shift подгонял, я этот подгонял. Подгонял иконку. Там больше-меньше было. Нормально. Нормально. Ну, отлично, у нас все подтягивается, то есть мы создаем стандартные скиллы теперь, и он все тянет, все работает, и жизнь прекрасна. Я считаю, это успех. Я считаю, это успех.
Я считаю, это успех. Со скиллом только не очень понятно, как быть. Как быть со скиллом, как быть, как доставать инфу. Потому что я, если честно, не помню, как мы там абилити эти создаем. Точнее, создаем-то понятно, как мы просто взяли и создали. Что дальше? Да дальше мы сейчас заканчиваем, мы уже заканчиваем, а вот сейчас определимся, что мы делаем в следующий раз. Вот у нас abilities есть, да, вот атаки, допустим, там плеер. Вот эта атака, у нее же тут... это наш класс. Да, если это наш класс, вообще проблем нет. И мы же должны отнаследоваться. Просто я что-то подумал, ну, как в геймплей-эффекте, то, что мы там свой класс не создаем. А тут мы свой класс создаем, поэтому проблем нет. Проблем нет, мы тут все данные записали, которые нам надо. Мастера обилки создали, бейс ability какой-нибудь. Туда засандалили все данные. И просто-напросто, когда ability мы достаем, мы фигачим туда именно вот, ну, короче, передаем именно этим классом, его самым базовым. Нам внутренности не нужны. И все. Да, проблем нет, оказывается, как оказалось, оказывается, проблем нет. Кстати, давайте отключим этот дебаг. О, дебага нету. Блеск. Тогда завтра, ну, в следующий раз, давайте так говорить. В следующий раз зафигачим этот, чтобы обилка, скилл была вот здесь. То есть нам не только requirement, нам еще и описание было. Мы подготовим под описание. И, ну, это мы быстро сделаем, если трындеть не будем сидеть. И дальше, чтобы вот эти вот обилки наши переносились туда. Туда, это вот сюда, вот сюда. Все, они здесь оказывались. Подтягивались. Ну и, соответственно, они так как подтянулись, дальше мы делаем, чтобы мы могли на них нажать. И что-то происходило. То есть выполнялся какой-то код. Он по нам кританули, миссанули. Видали, там эти штучки вылетали. Ага. Тут тоже. Хорошо. Ну, я считаю, это прям мощно мы сегодня сделали. Мощные вещи. Очень мощные вещи. Единственное, что я сейчас бы перенес вот это вот в метод create requirement. Вот это текст. Void create я в душе не гребу, как это пишется. Так. Надо запоминать. Requirement. Create requirement. И вот тут он должен принять некоторые вещи. Первое, это вот этот покемон должен там быть. Раз. Второе, это должен быть кто? Ability yes, правильно? Правильно. Значит, вот этот const. С этим должен быть. Это текст. Tooltip текст. Так, оп. Оп. Это. Оп. Оп. Ну, это, во-первых, чище сделает код, то, что мы сейчас делаем, а во-вторых, самоописывающийся более-менее получается он. Нам меньше надо этих всяких ставить комментариев. Create requirement, вот это текст, понимаем, что здесь создается для requirement, все, здесь создается для левела, здесь для этого создается все четко, все четко. Оки-доки.
Ну и потом еще и таланты, и скиллы тоже перенесем. А почему с этой стороны? А, потому что я в процессе. Осуждаю. Так, ну что, работаешь, не? Работает. Что так долго? Так, ГГВП, все. Ну, на этом мы заканчиваем на сегодня. Что ж, вот как-то так. Всем спасибо, кто смотрел. Всем спасибо, кто слушал. На Дискорд там и прочее ссылка в описании. И всем пока. Пока.